Have we finished? Have we finished? Что, мы уже закончили, можно идти? We can go now. All right. Ну хорошо. Добрый вечер. Для начала я представлюсь сама. Меня зовут Комарова Екатерина. Я президент организации, которая называется «Прикладное образование». То есть это значит, не то, что мы учим там из пластилина или лепить или что-то такое, а это имеется в виду образование, которое применимо в жизни. То есть когда мы учимся в школе, в институте, и потом для того, чтобы это использовать. И это международная организация, которая работает в 60 странах и объединяет более 1200 разных центров. То есть это курсы английского, и школы, и детские садики. И здесь у нас в России 4 основные направления деятельности. То есть мы являемся управляющей организацией для всех таких центров на территории СНГ. У нас есть курсы английского, у нас есть консультации, которые помогают человеку найти свой путь жизни, вот именно с точки зрения профессиональной деятельности. И мы проводим разные семинары, лекции для родителей, учителей, вот подобные, как мы делаем сейчас, и у нас много всяких таких мероприятий. И Марк Мак Квэйд – это наш большой друг. Он работает в школе Гринфилдс, которая тоже входит в систему прикладного образования в Англии. Он уже не первый раз в России, уже даже знает 5 слов. И I said that you know 5 words in Russian. 6. Уже 6. Ну, тут за последнюю, у него каждую поездку прибавляется пословица. Да. И он учитель, педагог, и 30 лет работает в школе, вот в этой частной школе в Англии, которую он с нуля создавал. Еще 2 людьми он создавал ее с нуля. Также у него есть замечательная дочка и замечательная жена. Я уверена, что вы о ней будете сегодня слышать. То есть это человек, который действительно, ему есть чем поделиться. То есть у него хорошие результаты и в работе со своими студентами, с учениками, и с ребенком. То есть, если человек у него что-то хорошо получается, да, хочется понять, да, что он делает успешно, чтобы мы тоже могли это принимать и применять это к своим детям, к своим ученикам. И прежде чем дать ему слово, я хотела также поблагодарить «Аватар», потому что это то место, благодаря которому мы сегодня здесь с вами встретились. И вот эта атмосфера, которая всегда здесь присутствует, очень теплая, доброжелательная, дающая надежду, желание расти и развиваться. Поэтому давайте их, можно сказать, поаплодируем. Ни Людмила, ни Владимир нет, давайте им скажем спасибо. And now, Mark, you are welcome. Thank you. Good evening. Добрый вечер. Do you speak? Добрый вечер. Whatever that means. Do you speak English? Вы говорите по-английски? Okay. I like to know who speaks English. Мне всегда очень интересно узнать, кто по-английски говорит здесь. Right, okay. Do you like English people? А нравятся вам англичане? Yes. Good. I am among friends. То есть тогда я среди друзей сейчас нахожусь, да? Okay. So I'd like to introduce myself. Я хочу рассказать о себе. Takes about an hour. Это где-то час займет. And then ask you a few questions. Потом задать вам несколько вопросов. And then we will talk about something. И потом о чем-нибудь поговорим. Thank you. Спасибо. Good. Okay. So this is my name. My name is Mark Mак Квэйд. Это как меня зовут? Меня зовут Марк Мак Квэйд. Do you know what Mак means? Знаете ли вы, что означает Мак? Like you have McDonald's? Например, как Макдональдс. Да, что это означает? Это приставка Мак. Yes. Да, сын. She's good. Кого-то. The clever ones are in the front row again. Они, как всегда, самые умные в первом ряду. Right. Means son of. Son of То есть Квэйд. Мак Квэйд означает Мак, означает сын кого-то. Сын Квейда, сын Дональда. Yeah, like McDonald, son of Donald. Да, как Макдональдс тогда. Good. And this name comes from which country? А из какой страны вот такие имена происходят? Yes. Most people say Scotland. Большинство людей говорят Шотландия. But actually my name is from Ireland. Но моя именно фамилия, она из Ирландии. Okay, good. Now, mathematics question. Теперь математический вопрос к вам. Are you good at mathematics? У вас хорошо с математикой? Okay, good. Oh, you have a calculator. No calculator. Калькуляторов нет. So in 1970, В 1970 году I was 18 years old. мне было 18 лет. So how old will I be this year? Сколько мне исполнится в этом году? Yes. Да, You're right. 60. Unfortunately, К not correct. сожалению, 60. This year I'll be 60. And it's 41 days to go. И 41 день остался до моего дня рождения. I will be handing out my card with my address. Я в конце раздам вам все мои визитки с моим адресом. So you can send me То presents. есть можете мне подарки прислать. Right. 23rd. 23 июня. Sorry? What do you like? Gold. Золото. Вы спрашиваете, что вам нравится? Золото. Russian gold. Русское золото. 23rd of June. 23 июня.
Okay, and the thing that happened to me in 1970 И то, что произошло со мной в 70-м году, was that I had my first experience with education. это когда у меня был первый мой опыт в образовании. And that was teaching teachers in West Africa. И я обучал учителей в Западной Африке. I did that for 6 months. 6 месяцев. And then I went to the best university in the world. И затем я поступил в самый лучший университет во всем мире. Which is? Который как называется? Thank you. Конечно, Оксфорд. What did he say? А? Oh. Yeah, the correct answer is Oxford. Конечно, правильный ответ Оксфорд. Has anybody been to England here? А кто-нибудь из вас был в Англии? I thought so. Да, я так подумала. Okay, good. So the best university in the whole world. Oxford. Самый лучший университет во всем мире. All right, After and Russian, of course. after Moscow. Да, после московского. And I also live south of the best city in the world. И я живу к югу от самого лучшего города в мире. Which is? Который как называется? London, of course. Лондон, правильно. So this is a picture of London. Это фотография Лондона. It says at the top, foggy London. И там наверху написано «Лондон в тумане». It's a joke. People think it's foggy, То but есть it's люди, not. это, конечно, шутка, люди думают, что он такой туманный, но это неправда. Он не такой туманный. I'm just going to show a few pictures, if that's all Сейчас right. несколько фотографий покажу. Is that okay? So while the other chairs get filled up. Пока вот остальные стулья заполняются. When the chairs are filled up, we can start the lecture. То есть когда будут все места заняты, мы начнем лекцию. That's the rule, right? So London. Yeah? Это Лондон. Right. What's the name of this tower in the top? Как называется эта башня? What's the name of that tower? Big Ben. Да, это Биг Бен. Good. What is Big Ben? А что такое Биг Бен? It's a bell. То есть Биг Бен это на самом деле название колокола. У них просто когда колокол делают, им каждому имя дают. Вот этот колокол называется Биг Бен, поэтому вся башня так называется. I just want to show you one of my favorite postcards. Это вот одна из моих самых любимых открыток. This postcard is 101 years old. Есть 100 postcard or picture. Postcard. Postcard. It's For writing. so old? 101 years old. Да, вот этой You don't believe me? It's вот valuable. этой открытке 101 год. 101 years old. It's a picture of the king in London. И вот эта фотография короля, который едет по улице Лондона. But at the bottom it says the 23rd of June. А внизу написано 23 июня. Why is that a special day? Почему это особый день? Sorry? You're good. I'm just checking you're paying attention. Конечно, мое день рождения. Я вот просто проверяю, насколько вы внимательны. Okay, so I just tell you briefly about my family. И немножко кратко о своей семье скажу. So I have a perfect daughter. У меня совершенная дочка. Right? She's perfect because she is clever like her father. И она совершенная, потому что она такая же умная, как ее папа. And beautiful like her mother. И такая же красивая, как ее мама. This is my wife. Это моя жена. She's beautiful, yes? Красивая, да? She looks young. How old? Да. She's 15. No, it's a joke. She's 45. Ей 45 лет. Pretty good, huh? Хорошо сохранилась, да? Pretty good, 45, yeah. So she's younger than me, but she's Это not. она моложе, чем that я, young. но не настолько моложе, как вот кажется. Yeah, we've been married for 18 years. Мы женаты с ней 18 лет. Yeah. And my perfect daughter. Это моя совершенная дочка. Her name is Millie. Ее зовут Милли. So can you please tell me when was she born? А теперь скажите мне, когда она родилась? Millie? Millennium? Знаешь, что такое миллениум, да? So 2000. 2000 год. Yeah? Поэтому они назвали ее Милли. So that's why we call her Millie, which Поэтому да. I thought was clever. I thought it was clever. Мне кажется, это было очень умно назвать ее Милли. Because when I was at Oxford, I studied mathematics. Потому что, когда я учился в Оксфорде, я изучал математику. Do you like mathematics? Нравится вам математика? Yeah, good. Do you read mathematics books for pleasure? А вы читаете книжки математики для удовольствия? No? Okay, we're going to come back to that. Ладно, мы к этому вернемся. Okay, just a few more pictures as people are still coming in. То есть еще несколько фотографий, пока люди подтягиваются. So this is my dad. Это мой папа. Right, my dad finished working last year. Он закончил работу только в прошлом году. At the age of 85. Когда ему было 85 лет. До этого момента он работал. He was a medical doctor. Он врач. Finished at 85. Pretty good. 85 лет он только закончил работу. Мне кажется, неплохо. My mum. Это моя мама. My mum is still working. А моя мама всю продолжает работать. She's a teacher. Она учитель. Guess what she used to teach? А как вы думаете, что она преподавала раньше?
What did I study? Вот что я изучала. Thank you. Keep up. Да, да. Okay, good. So right. So she studied. She used to teach mathematics. Она преподавала математику. Now she teaches Latin. Сейчас она преподает латынь. She's still teaching. 83. Но до сих пор продолжает. 83 года она до сих пор продолжает преподавать. Pretty good. So, who is the girl at the front? А кто эта девочка спереди стоит? Correct. Правильно, это Милли. Millie, my perfect daughter. Моя совершенная дочка. Okay, good. That's that. So that's me. Это о себе. So can I? Oh, and I should. Sorry. I should just say I've been working at the school where I work for 30 years. И вот в той школе, где я работаю 30 лет уже. Yeah. So I've been working with children for a long time. То есть с детьми я работаю уже много времени. Yeah. So that's me. Это я. Okay, briefly. So can you please tell me why you've come? А можете вы мне вот как-то кратко сказать, почему вы сегодня сюда пришли? Do you have a spokesman or somebody who can speak to the Кто-то group? представитель может за всю группу сказать, ну или кто-то просто. I just want to know what you're expecting. То есть я хочу просто понять, что вы ожидаете. Nothing? Ничего? Вкратце не получится. Ага. Сейчас говорят, дети рождаются более талантливые. Я хотела бы узнать, как с ними общаться. It is said that now the kids are being, which are born, they are more talented, and I want to find out how to communicate with them, how to bring them out. Good. Хорошо. Okay. Anything else? Еще что-то? Anybody expecting? Кто-то, что вы ожидаете? Но чем сейчас больше скажете, тем больше получите. Сейчас на детей обрушивается, в принципе, океан информации. Now children, a lot of information is coming on children. So there's a big flow of information. A lot of sources of information. Он предлагает How do you вопросы и каким образом, suggest какие инструменты to solve this problem? And what tools exist to put all information into the system, and how to filter the information? Wow. Даже взрослый разум уже не Because even может for adults it's too справиться. difficult, because it's too much information. Interesting. О экологии сознания детского. So about ecology of children's Ecology. ecology of children's mind. Psychology. So No. ecology. Yeah, ecology of children's mind. So what is in his mind? Экология в плане безопасности. So it means that how to secure the information he's getting. Okay, I get it. All right. Interesting. Thank you. Anybody else expecting anything in particular? Я извиняюсь, я опоздала, может быть, об этом что-то было сказано в выступлении. Меня интересует система образования у вас. I'm interested in system of education at your в школе, да, или в Англии? Я пропустила вот этот момент. У вас частная школа? Частная школа. Частная. То есть вы имеете возможность сделать то, что вы хотите? Или у вас есть какая-то программа, в которую вы... Прям сегодня на эту тему мы в одной школе читали лекцию. Я окей. Я не уверена, что мы на этом сегодня будем рассматривать, вот сейчас, да, но точно мы вам потом сможем, если что, остаться ответить. So she's interested in this, то есть вас интересует вообще вот английская система образования или что они в школе делают? Нет, не английская система. Я вижу свободного человека, который, в общем-то, я понимаю, что может говорить. Ага. Вот есть какая-то в Англии система, скажем, совмещения творчества и системы образования? Или можно делать вот в частной школе все, что я хочу? Хорошо. Не, я думаю, вот это он расскажет. Я думаю, про всю систему образования. So she's interested about, private school, your school in Greenfield. So does there are any freedom, like what you can do in private school, and what do you do in your school? How you can, the state and like with your. Was that on our promotion? Was that on the advertising? Right, okay, right. I think you can just tell about Massachusetts. Okay. Okay, good. All right, good. I mean, what I was planning to do was talk a little bit about children. То есть то, что я планировал, да, сегодня рассказать вам, это поговорить о детях. And two very practical ways I think you can help them. То есть какие-то такие теоретические, да, основополагающие, фундаментальные понятия о детях, плюс две очень практические вещи, такие, можно сказать, упражнения, да, что-то, что вы можете делать с детьми, что поможет вам решить многие проблемы. And then briefly talk about part of the approach that we take at our school, which helps students be motivated. Немножко поговорить о том, вот отчасти, об одном инструменте, который мы используем у нас в школе, что помогает нам делать так, чтобы дети хотели учиться, чтобы не было мотивации и желания.
So that's what I'd like to cover. Is that okay? Anybody Вот если мы об этом поговорим, это окей? Нормально? upset about that? Or? Никто не будет расстроен? Okay, all right, good. So that's what we're going to do. If you want to ask a question, please do. Если у вас какие-то возникают вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Keep it short. Старайтесь покороче вопросы задавать. Yeah, so because I like to talk. Потому что я люблю говорить. All right. Да. Еще хотела бы узнать об источниках, что вдохновляет, откуда информацию берем. And also I want to find out about the sources that inspired you. Where you take information from that inspired you. Good. I'm going to tell you that. Расскажу. I'm definitely going to tell them. Yeah. Yeah. Okay, good. So this is supposed to be talk about children. Is that right? Да. Ну, давайте это поговорим о детях. So for various reasons, По разным причинам, which I'll explain later, которые я объясню позже, I'm very interested in the meaning of words. я очень заинтересован, мне очень важно, и мне это всегда очень интересно, что означают слова. Now, in the dictionary, Словари in Russian and in English, в английском и также и в русском there are basically three definitions of child. есть три основные определения слова ребенок. What do you think the first definition is? Вот как вы думаете, каково первое значение слова ребенок? Have a guess. What do you think the first definition of child is? Каково первое значение слова ребенок? Any spokesman? Hello? Да? Человеческий детеныш. Like child of a person. Child of a person. Yeah. Okay, well you are right, because the first definition is son or daughter. Ну, вы практически правы, потому что первое значение слова – это сын или дочь. Yeah? That's the first definition in the Это dictionary. первое значение слова ребенок. You are the child of somebody. То есть вы являетесь ребенком кого-то. Right? And I forgot to ask, how many people are parents? Да, я забыла сейчас спросить, а кто из вас родители? Right. Okay, most. Большинство. Any teachers? А если есть кто-то учителя? Okay, I have to be careful of the teachers. Да, с учителями надо поаккуратнее. But my favorite people. Это мои самые любимые люди. Right. Okay, so the first definition is, if when you have a child, they will remain your child no matter how old То they есть, are. если у вас есть ребенок, он останется вашим ребенком, независимо от того, сколько вам будет лет, сколько ему будет лет. Right. And I like that definition most. И мне очень нравится вот это определение слова ребенок, то есть сын или дочь. Because I think there is an important point of philosophy. Потому что, мне кажется, вот здесь заключена такая очень важная философская идея. And my point is that perhaps there isn't really a difference in the way you treat someone, no matter how old they are. И идея эта заключается в том, что, возможно, нет никакой разницы, да, вот как вы относитесь к человеку, неважно, ему там 5 лет, 25 или 50. That's my opinion, Это мое мнение. which we're going to talk about in a bit more detail. И мы поговорим об этом более детально. But the second definition is one who has not achieved full growth. Второе значение слова «ребенок» – это кто-то, кто еще не полностью вырос. Now, what does that mean? А что вот это значит? Because I don't know. Потому что я не знаю. Right? What is full growth? Что такое полностью вырос? В какой момент это происходит, что ты считаешься полностью выросшим? I mean, in English we have a word puberty, То есть, например, есть такое понятие, как половое созревание. which is when a girl can То conceive есть, когда уже девушка может зачать and have a child. и родить ребенка уже вот в первом значении. With the first definition. А первое значение – это сын или дочь. So maybe that's full growth, Может быть, вот это называется полностью вырос, когда ты уже можешь детей иметь? which in England is now dropping. Как я понимаю, это человек, который при том, что он определенный возраст, пришел к определенному возрасту, он в состоянии полностью сам себя обеспечивать. The person who can, support himself and his family independently and his space. То есть полностью совершенно все вместе. Good. И при этом начинать помогать And родителям. start to help parents. What's that age? 5 or А в 6? каком возрасте это? 5 лет? У всех по-разному. It depends. 38, 39? Понятно, что это после... В 38, 39? I mean, it's a serious point Это на самом деле такой, серьезный момент. because also the doctors. Are there any doctors in the house? Есть ли кто-то из врачей? Right. I mean, the doctors tell us that the cells in our body Врачи говорят о том, что клетки в нашем теле, are growing till about the age of 25, они растут до где-то возраста 25 лет. and then they start to shrink. А потом они как бы начинают так уже
So when you ladies reach the age of 25, you will understand То this. есть поэтому вы, дорогие девушки, когда достигнете возраста 25 лет, тогда поймете, о чем врач говорит. But also, Но также, like the government tells us that we are an adult when we are 18. или правительство, например, говорит, что мы становимся взрослыми, когда нам 18 исполнилось, да? То есть совершеннолетие. And if you are describing full growth as fully responsible, И если вы объясняете полностью вырос, то есть человек, который полностью ответственен за себя и за свою жизнь. Понесло меня, конечно. Понятно, да, возможно, это когда человек после полового созревания, естественно, да, первый момент, потом получение паспорта, то есть он после школы обучился, пошел во взрослую жизнь. Начнем с этого. So probably when she said probably after puberty plus a passport. puberty and a passport. That's a new definition. Это новое определение слова ребенок. Половое созревание и паспорт получил. Number 4 has puberty and passport. Right. Okay. Взрослый, да. Okay. But the point is, there is not a night when you go to bed as a child and wake up as an adult. То есть, идея, которую я хочу донести, что нет такого, что ты вот лег спать ребенком, а проснулся уже взрослый. То есть такое, это не происходит вот так вот щелчком. Which is why I don't like that definition. Это то, почему мне не так нравится вот это второе определение слова ребенок. То есть это тот, кто не полностью вырос. Потому что трудно определить эту границу, на что ориентироваться. So the third definition, just for this, Ну и третье значение слова ребенок. finish the story, Ну, чтобы как закончить эту историю с значениями разными. is a baby. Это младенец. Right? Okay. So the third definition is just a baby. Or in England, it says a baby or an infant. Или And infant in English means one who doesn't talk, literally. вот, и ну, в английском, да, это либо baby младенец, либо инфант, да, говорят. Инфант, как бы, это от испанского, что означает не говорящий. So you could say, you know, the little one says, "Mama, good, you're Например, not a маленький child." говорит, мама, все, ты уже не ребенок. At least with that third definition. Ну, по третьему. Okay, but as you understand, I want to just take child as being anybody. Вот, ну, то есть, как бы то, ну, моя точка зрения, да, это то, что ребенок, вот самое подходящее с точки зрения Марка значение, да, это сын или дочь. И то есть, и таким образом, то, как ты обращаешься к ребенку, это так же, как ты обращался там, ко взрослому, да, то есть, ну, на самом деле нет большой разницы в этом. So I think that words are important. И я считаю, что слова, они важны, то есть то, что мы вкладываем, какой смысл в слова. For example, there is a word hyperactive. Например, есть такое слово гиперактивный. Hyperactive. Гиперактивный. Okay, very good. So, and that's in England is used as a bad thing. If a child is hyperactive, it's a bad thing. И в Англии, например, это слово гиперактивное, оно используется как, ну, имеет такое отрицательное значение. То есть, если ребенок гиперактивный, значит, он какой-то плохой, там, учиться не может, там, и все такое. In England, they give you a drug if you're То есть, hyperactive. и в Англии, если ты гиперактивный, тебе дают сразу какие-нибудь психотропные. Now, I'm not saying there aren't children with problems. Я не хочу сказать, что нет, ну, детей, что нет детей, ну, что есть действительно дети, у которых, ну, есть проблемы, такое бывает. But I'm saying I don't like the fact that that word is used in that bad way. Но мне просто не нравится то, как используется это слово гиперактивное, что оно используется с таким отрицательным значением. Because active means capable of doing something. Потому что что такое активный? Активный – это способный что-то делать. And Да? hyper means more than usual. А гипер значит больше, чем обычно. So isn't that what we want of our children? А это разве не то, что мы хотим от наших детей? Don't we want them to be capable more than usual? Не хотим ли мы, чтобы они были более способны, чем обычные дети, ну, другие дети, чем обычные? So by the meaning of the word, that exactly expresses what I want from my child and my school. Hyperactive То kids. есть вот если смотреть на значение слова гиперактивный, это именно то, что я хочу, ну, чтобы таким был мой ребенок. That's what I want. Это я так хочу. And I hope it's what you want. Я надеюсь, что вы тоже хотите, чтобы ваши дети были гиперактивны, вот, ну, в прямом значении этого слова. I hope you don't want a child who is quiet and motionless. Я надеюсь, что вы не хотите ребенка, который тихий и неподвижный. Because I'll bet sometimes we've said, oh, I wish they'd be quiet. I wish they'd be... Но я уверена, что мы там порой говорим, да, ой, Господи, я хочу, чтобы уже вы замолчали и тихонечко посидели, да, или там уже не двигайтесь, ну хватит уже бегать, прыгать, вот сидите, да, спокойно. Хочется, чтобы они просто сели и все, молчали и не двигались. But of course, quiet and motionless means they're dead. Ну, конечно же, ну, тихий и без движения ребенок, это значит, что он просто мертвый, да? То есть не двигается и не говорит.
And I suggest we want our children to be alive and do Я something. предполагаю, что мы хотим, чтобы наши дети были живые. But how often do we say, you're being too quiet, little one, you need to get up and run around and make some noise? Ну как часто мы говорим своему ребенку, он сидит какой-то призаду грустненький, да, мы говорим, что ты такой тихий, ну давай побегай там, шум устрой, пошуми. Как часто мы это делаем? Maybe we should. Может быть, нам следует это делать? Because maybe we should decide, well, what is actually a good child? What is a child who's doing well? Потому что, может быть, мы должны задуматься и дать для себя ответ на вопрос, а что такое вот хороший ребенок для вас? Что значит хороший ребенок? If you've got a small body, shouldn't you be moving it around and То есть, exercising? представьте, да, если ты вот растешь, у тебя маленькое тело, но это разве не нормально, не обычно, что он хочет двигаться, там, бегать и так далее? And if they're going to be future Russian businessmen, Если они хотят быть будущими русскими бизнесменами, don't they need to be opening all the cupboards to find out what's inside? что, разве они не должны открывать все ящички, все эти шкафчики, все оттуда вываливать, чтобы посмотреть, что там внутри? So we have to decide, what do we want our children to become? То есть мы должны для себя решить, кем мы и какими мы хотим видеть наших детей. And then maybe we have to encourage them from the beginning to be like that. То есть и возможно тогда с самого детства, с самого рождения мы должны поощрять их к тому, чтобы они были такими, какими хотим их видеть в будущем. I mean, I think some parents would like their child to be quiet up to about the age of 16 or 17 and then be active. То есть вот просто иногда так кажется, что некоторые родители, они хотят, чтобы их дети вот были тихими, спокойными, послушными, такими примерными, где-то до возраста там 16-18 лет, а потом вдруг стали активными, начали свой бизнес строить, знаменитыми, там большие дела какие-то творить. Но так не бывает, да? Что он такой послушненький, а потом вдруг звездой стал. So I'm just throwing out a few ideas. То есть это просто, мои идеи, да, я даю это вам, на размышление, чтобы вы сами подумали, решили, каким вы хотите видеть вашего ребенка, и, может быть, именно сейчас уже начали в нем это развивать. Okay, and I have in my hand a little book, it's called The Way to У Happiness. меня есть такая книжка небольшая в руках, которая называется «Дорога к счастью». And there is one section in here, and the title is Love and Help Children. И вот здесь одна секция, которая называется «Любите детей и помогайте им». Now, would you agree with that? Согласны с тем, что надо любить детей и помогать им? Okay, now you have to be very careful if you agree with that. Вам надо быть очень-очень внимательными, когда вы со мной осторожными, когда со мной соглашаетесь. Because then I ask questions. Потому что я сразу начну задавать вопросы. And the first question is, well, what does love children? What does love mean? What does the И word вот первый мой love mean? вопрос такой, а что такое любить? Вот как вы понимаете, что такое любить? So those who agree, please tell me, Те, кто согласился, скажите мне, пожалуйста, что what is значит the любить? definition of love? Какого определения слова любовь? Что это такое? Что в это вкладывается? Принимать ребенка таким, какой он есть. Accept the child as it is, as he is. That's very good, isn't it? Да, That's это вообще very good. идеальный ответ. Good. I will add just one small thing to that, as you're so good. Вот вы идеально все сказали, я одну только маленькую вещичку добавлю к этому. I would suggest, and this is in the dictionary, Это то, как в словаре. is to show a high degree of liking without any Это condition. проявлять, показывать большую степень любви, расположения без условий. Now, I think that's a good definition of love Мне in all кажется, cases. это хорошее определение слова «любовь», которое подходит к разным видам любви, там, мужчина, женщина, дети, родители, вот это. I mean, if the gentlemen love their football team, Например, если какой-то джентльмен любит свою футбольную команду, it means they support them every week, even if they're losing. это значит, что он их поддерживает постоянно, даже если они проиграли, он все равно их любит и поддерживает. Ladies love their husbands. Если там женщина любит своего мужа, Husband comes in drunk and swearing. муж приходит домой пьяный, ругается матом, They continue to show them high degree of конечно, liking. они продолжают показывать им большую степень расположения. Of course you do. Вы же так делаете? I'm here on behalf of the husbands of the world. Я сейчас здесь выступаю от имени мужской половины человечества. Right. But I think this definitely applies to children. Но я уверен, что это определенно точно применимо к детям. And I think whatever else we discuss tonight, И я думаю, что все, что мы будем также обсуждать сегодня вечером, my opinion is that the one thing they absolutely need is a high degree of liking, no matter what is happening. это то, что детям, вот то, что им абсолютно точно нужно, вот как воздух, это большое количество, симпатии, любви, привязанности, без условий, независимо от того, что они делают, что с ними происходит, как они себя ведут. I mean, I would suggest that's what we like. That's the way we like to И be. я сделаю предположение, что это же и нам нравится.
когда к нам так относятся. I mean, when our perfect husband brings you flowers every day, Когда ваш идеальный муж приносит вам каждый день цветы, right, you like that. вам же нравится? They do, of course. Конечно, они так и делают, да? Yeah, okay, just checking. Just checking, right. Okay. So I say this is the first important point. Whatever else we are doing, we are continuing to show a high degree of liking. I like you even if you are swearing and throwing a fit. То есть это первое, что я предлагаю, да, вам делать. Что бы они ни делали, что бы ни происходило, да, показывать им большое количество любви и расположения. Там, да. Okay, so far, I mean, do you agree with me or am I crazy? Soгласны с этим? We can agree with that. Да. And we all do this. И мы именно так все делаем, да? Yeah, of course we do. All right, okay, good. And, well, okay, good. And so the next word here is help. Следующее слово «помощь». So could you please tell me what help means? А можете мне сказать, что означает слово «помощь»? Anybody? Кто-то? You all agreed. Вы же все согласились, что надо любить детей. А? Всегда внимательно. To be attentive to him, to his questions, to his actions, towards what is interesting for him. Стараться обязательно ответить на его вопрос. Try to answer all his questions. Good, I think that's very good. Мне кажется, это очень хороший ответ. Поддерживать начинание. To support him in his when he starts to do something. Support, good, I like that. Support, good. Inspire. Вдохновлять. Good, good, good. Хорошо. Good, good. Excellent. Let me just suggest to you that there are 3 basic ideas on the word help. Вот. Я сделаю предположение, что есть 3 ключевые вещи, которые mean like definition. 3 definitions, 3 Да. basic concepts. Ну, есть 3 основные идеи, 3 основные, можно сказать, значения слова «помощь». I mean, this is nothing clever. This is just dictionaries, you know. I like Это dictionaries. просто как словаре. I like Да? dictionaries. And the first definition of Мне help нравится словаре. is to do something in an emergency. То есть первое слово «помощь» — это когда вы делаете что-то в какой-то чрезвычайной ситуации. Ну, как там, скорая помощь, да, когда надо что-то быстро вот такое сделать. You know, child cuts himself, you put a plaster. Ребенок там Right? порезал ногу, вы там пластырем кладете. Somebody falls down, you pick them up. Кто-то там упал, вы его Emergency поднимаете. action. Это какие-то такие вот, срочные, неотложные вещи, которые вы делаете. In England, we have the word first aid. First aid, do you have similar? I knew you did. I knew you did, right? Ну, как он говорит, первая помощь. So that's basically the first concept of То есть help. это идея первого значения слова «помощь». The second, Безопасность. А? Физическая безопасность. It's physical security. usually physical. Обычно да. I agree. I Yeah. agree. But yeah, usually physical. I agree. Good. And the second meaning is to do something which makes someone's work easier. Вот. Второе, это значение слова «помощь». Это делать что-то, что облегчает работу другого человека. Right. So, for example, you know, somebody's painting a wall, you pick up a Кто-то, paintbrush and you например, там paint. Or, разрисовывает, красит стену, вы подходите, там берете тоже кисточку и начинаете красить. or you feed your husband so that he can go out and make £1 million. Или вы там накормили своего мужа, и он пошел, заработал там 1 000 000 фунтов стерлингов. You're helping them. То есть вы помогаете ему таким образом. And of course, if you're a teacher, И, конечно, если вы учитель, you're giving them everything they need to be able to work better то есть later. вы даете им то, чтобы когда они выйдут в этот мир, они были готовы к нему, у них были инструменты, как жить в этом мире. So the second idea is to do something which makes someone's work easier. То есть вторая идея, да, вот слово «помощь» еще раз, это делать что-то, что облегчает работу другого человека. Good. And the third meaning И третье значение is to do something which makes someone's troubles less hard to bear or to put up with. – это делать что-то, чтобы помогать человеку легче переносить какие-то трудности, в которые он попал. То есть именно, душевные какие-то, да, расстройства. So, have you ever felt awful, lousy, terrible? Было ли у вас когда-нибудь, когда вы чувствовали себя там ужасно, плохо, там, проигрывали, расстроены были, вот прям плохо себя чувствовали? Что-то такое было? Yeah, no, yes, Да, нет. yeah, da, okay, right. So, and you go to somebody for Вы, help. например, вы шли к кому-то, чтобы он Да. тут помог чем-то. And what do? They give you several vodkas. Ну что они делали? Давали там 2 стакана водки. But actually, I don't suggest that is good help. Но я на самом деле не думаю, что это хорошая помощь. I would suggest if you've got a good friend, Я предлагаю следующее, что если у вас есть хороший друг, they will say, good, here's a cup of coffee, он talk to скажет вам, me, tell вот me тебе what's там wrong. чашка кофе или чашка чая, расскажи мне, что произошло. Right? And they talk, and you talk and they listen. И вы рассказываете, а они просто слушают. Right? I bet we've all done that. Я уверен, что вы все так делали, да? Пошли кому-то. Am I right or Вы not? говорите, да? Yeah, we've all done that. Yeah, yeah.
And if they're good at listening, И если этот ваш хороший друг действительно умеет слушать, you feel better. вы лучше себя чувствуете. Yeah? And my goodness, isn't that true with children? И скажите, вот не так ли это же с детьми? You know, Mom, he just took my toy, I don't know what to do, right? Игрушка, не знаю, что делать. And you say, okay, I understand. Вы говорите, хорошо, я тебя поняла. I'm like, okay. Ну ладно, все, пошел. Often you just let Часто them know you put происходит такое, да? Что вы просто его выслушали, и ему уже полегчало, он уже радостный. So it's also always very important to listen and let a child know that you've heard them, to help them. То есть поэтому это всегда также очень важно слушать детей внимательно, да, то есть не отвлекаясь на что-то еще, а действительно слушать их и дать им понять, что они важны и для вас важны. Okay, does that make sense? Логично это? Yeah? Good. So could you please give me another example of how you could help a child? Just you give me one or two examples how you could help a child. Вот, based on these three definitions. Yes, of course. И вот сейчас можете мне привести какие-то примеры, как вы можете помочь ребенку, вот используя, любое из этих трех значений? То есть любите, помогайте детей, помните? То есть как любить мы уже прояснили. То есть что бы ни происходило, вы продолжаете проявлять им свое расположение, симпатию, любовь. А теперь помогать. Вот как можно им помогать? Можно я специфическую историю расскажу? Это мой способ любви к собственному ребенку. This is a little bit specific. This is my way of showing the love towards my child. Моя средняя дочка очень любит новые вещи. Likes very much new Если бы things. ей дали возможность, она бы скупила все магазины города Москвы. And if only she had a chance, she will buy everything in all shops in Moscow. И вот моя любовь заключалась в том, my love чтобы не дать ей сделать это. Was not to let her to do this. Она мне все время говорит, ты меня не любишь. She always said to me, you don't love me. А я ей говорю, если бы я не любила тебя, я бы дала тебе это сделать. If I would not love you, I would let you to do it. И только потому, что я тебя люблю, я не даю тебе этого сделать. А что плохого? Я, может, немножко понимаю, что такого плохого? На самом деле у каждого ребенка есть какая-то своя важная задача, которую ему нужно избежать. Вот вещизм – это болезнь моей средней дочки. У меня у каждого ребенка своя проблема. Первый гордыня, второй вещизм. И прошло это? Ну да. Okay. So is that an example of help? Я извиняюсь, может быть, я... This is her example. She thinks that she helped in such a way because if she let her to do this, this is like something... Without control or something? No, she means that every person probably has something that he needs to handle it himself. And being so focused on material things, she considers is not very good. So when she stopped her from this, she considered that she's helping to her in this way. Okay, I understand. Thank you. Понял. Спасибо, что сказали. Я могу добавить маленькую деталь, то есть она заключалась в том, мой способ еще был в этом, что я ввела некие карманные деньги, на которые ей нужно было укладываться вот в свои, скажем, потребности. То есть она сама себя научилась покупать вещи, укладывать. And also she gave her some money, like pocket money, but also she could use for buying something. And she learned how she can manage with money to buy things what she needs. Good. So you're making her ability to work later easier. That's for sure. To work what? She's making it easier for her to be a responsible member of society who can then handle money and work. То есть вы помогли ей сделать, стать ей ответственным таким членом общества, который потом сможет жить в обществе и быть ответственным. Для меня это некая форма любви, потому что эта фраза как раз звучала: ты меня не любишь, если ты мне не даешь деньги. Okay. And for me this is like some form of love. All right. Okay. Good. I completely agree. Could somebody give me another example? Simple way you can help a child. Простые какие-то примеры, вот как можно помочь детям. What can you do? Что вы можете сделать? To hug and kiss. Good. Love. Plenty of love. That makes their troubles less hard to bear. То есть это делает так, что их проблемы могут становиться меньше, да? Как по третьему определению слова любовь. То есть, им легче становится. Because it can be tough being a little one. Вот. It can be tough being a Потому little что это person. на самом деле не очень легко быть вот этим маленьким ребеночком, человечком. Это очень нелегко жить. So the love is an important help. То есть любовь – это очень важная помощь. Согласен? I'll buy that. Good. Give me another example of help. Какой еще может быть пример любви? Give me something practical. Что-то практическое. Немножко не расслышала. Вы практикуете что? Я практикую длительный разговор с ценами. Когда возникают реально сложные вопросы или
Я предлагаю найти максимальное количество путей решения и смотреть, как возможны результаты этих решений. То есть вы помогаете ему вот эти пути увидеть? Увидеть эти пути. Максимальное количество. Посмотреть возможные результаты. Но выбор всегда оставляет за ним. When there are some situations with your son, she always talks to him a lot, and she helps him to find maximum amount of different ways out of situations, and let him to decide, and to see the result that it can, like, be after that, and let him to decide himself. Был один момент, когда он решил окончательно бросить институт, когда он еще не закончил, на 4-м курсе, и мы обсуждали этот вопрос долгое время. Действительно было много путей решения. И когда он из всех путей выбрал путь все-таки бросить этот институт, я сказала, я целиком на твоей стороне, потому что в моих силах я постараюсь помочь тебе. То есть ты принимаешь решение, я все равно буду на твоей стороне. Yeah. So, for example, when he decided to leave the university, and they looked for different opportunities, and he decided that the best thing is to leave university, and she said that, yes, anyway, I will be with you and help you. Good. Хорошо. Excellent. Отлично. Good. The teachers always come up with the best answers. Учителя все время дают самые лучшие ответы. Good. All right. Thank you. Спасибо. Right. So do we agree that help is possible? Согласны ли вы с тем, что помощь вообще возможна в нашем мире? That's all I want to establish at this point. We agree that help is possible. То есть, да? Right. Good. Okay. So now I want to give some theory, an idea, a principle. Сейчас я хочу вам, рассказать об одном принципе, то есть теоретическая небольшая часть. And then some examples of how it can be applied. И потом примеры того, как это можно применить к детям. And there is homework. И будет еще домашняя работа после этого. Right. Okay, good. So you asked for my source. Да, вы спросили вот источник. Right. I'm reading something by L. Ron Hubbard. То есть я вот это прочитала в работах Рона Хаббарда. Right? And this is something that he wrote in 1951. Это то, что он написал в 1951 году. Right? So I'm going to read what he says. Я прочитаю то, что он написал. And then I'm going to give you my opinions. А потом я скажу вам, свое мнение, да, и то, как я это использую. So I'll make it clear which is which. So that, чтобы вы понимали, что это его работа, что я мое. And as I said, he starts with a theory, an idea. Вот. And then he gives some examples of how you can apply it. Да. И вот, значит, здесь начинается с теории, а потом какие-то примеры, как это может применяться. Because, as you were saying, there are a lot of theories that I have found very helpful. И я хочу поделиться с вами тем, что я лично нашел очень полезным in bringing up a perfect daughter. В том воспитании и взращивании моей совершенной дочки, которую он вам показывал и рассказывал. And helping thousands of people who have gone through my school. И также помогает тысячам учеников, которые учились в моей школе за эти 30 лет, которые я там работаю. Okay, so here we go. Итак? Yeah? So Mr. Hubbard says, if you believe in a human being as being a sane human being, he will act sane. То есть, и мистер Хаббард говорит, что если вы верите в человека, в то, что он разумный человек, то он и будет вести себя разумно. Right? In other words, if I treat you as you're intelligent, you're clever, well done. Другими словами, если я буду обращаться с вами как с умной женщиной, да, разумной, то вы такой и будете. Right? You did that very well. Well done for coming. То есть, например, я буду говорить вы это очень хорошо сделали, спасибо за то, что вы пришли. I'm treating you as being sane. You will act sane. То есть, если я буду с вами обращаться так, как будто вы очень разумны, вы такими и будете. I mean, we basically know this is true, don't we? Ну, мы на самом деле знаем, что это так и есть, да, вот в жизни. Because the opposite of it, he Потому says. что другая сторона этого. All right, but suppose you treat him all the time as being neurotic, means Но a bit если crazy. предположим, что вы обращаетесь с кем-то, неважно, это ребенок или другой человек, так, как будто он невротик, he says immediately the person will become more neurotic, more crazy. моментально человек станет, в большей степени невротиком. То есть более таким сумасшедшим. То есть если ты его наделяешь, да, вот этим, он таким и становится. Sit up, pay attention. Например, сиди, будь внимательно. You know, you're not making notes enough. You make notes are Ты почему stupid, так right? мало записываешь всего? Записывай больше, делай заметок. Right? So if you treat someone as crazy, То есть если ты обращаешься с кем-то, как будто он сумасшедший, right? он и начинает так, чуть-чуть себя вести таким образом. Now I would suggest we know that's true in life. Я думаю, что вы наверняка все это видели, что в жизни так и есть, так и происходит. Have you ever worked for a boss
Было ли у вас когда-то, что вы работали на кого-то? Whose attitude was, oh, you're a sane person, you're good, you know, and encouraged. И этот ваш начальник был, он, например, ну, говорил, он относился к вам как к очень разумному, очень умному человеку, он вас поощрял, поддерживал. And we work better. И мы лучше работали. But somebody says, pay attention. А кто-то говорит, так, внимательнее, я говорю. Right, you're always making mistakes. Ты все время ошибки делаешь. Right, we go, И мы тогда такие, вот такие вот, знаете. И сразу защищаться нам надо, и уже мы вот такие вот становимся уже не такие хорошие. Is that true? Is that true? Согласны вы с этим? Yeah. Наблюдали это? So maybe we need to just look at this as it applies to children. Возможно, нам надо посмотреть на это, ну, как это применимо к детям. So Mr. Hubbard's point of view is it's what you acknowledge, it's what you confirm in a person, is what you're going to get. Да. И вот здесь точка зрения такая, что то, что вы подтверждаете в детях, да, вот то, чему вы свое внимание даете, да, то, что вы замечаете, что вы делаете живым, да, жизнью наполняете, именно то будет увеличиваться и расти. You say, you're clever, you're intelligent. То есть, если вы говорите, вы умный, вы разумный, that's what you're going to get. Это то, что вы будете получать. You say, you're stupid, you're naughty. А если вы будете говорить, ты вредный, ты жадный, ты там глупый, ты там вот это неправильно сделал, вот ты вот это неправильно сделал. The theory is that's what you're going to get. Это то, что вы будете получать. Well, it's an interesting theory. Интересная теория. Now let's see how that gets applied. Давайте посмотрим, как это можно применить вот в жизни каждодневной. Now he says the Indian tribes. This is in America. The Indian tribes. Вот и здесь такая история про американских индейцев. В индейских племенах. He says in the old days. В старые времена. They used to be plotting. Они устраивали заговор. Which means like secretly getting together to work something out. То есть заговор against против the child's insanity. Детской неразумности. Which is an interesting idea. In other words, это интересная идея, да, заговор против детской неразумности. Что это они там такое делали? So first of all, do we agree that children do act a bit crazy sometimes? Вот первое, скажите, согласны вы, что иногда дети себя ведут, ну, немножко как сумасшедшие? Ну, такие, непереводимо. We don't act crazy. We don't act crazy. They don't act crazy ever. They don't? These people don't act crazy. These people don't. Да, мы вот все, конечно, не ведем себя как сумасшедшие. You're always perfect. Мы все всегда идеальны. But the little ones sometimes they're a bit. Ну, маленькие, да, они вот так все. Ну, это он пошутил, конечно, мы так тоже на себя ведем. Но вот маленькие, они вот иногда действительно ведут, как будто не в себе. So this tribe in the old days used to get together. И вот это племя, да, индейские племена, они что делали? Они собирались. And between them, they would say, okay, how are we going to behave that's going to stop a child acting in a crazy way? И они подумали о том, а как мы можем, Mark, but you didn't thought that these children, they actually were very positive. This is why he looked. Oh, you're right. You're right. Sorry, she's reminded me. The reason why he looked at Indian children in particular. Причина, почему вот именно обратили внимание на индейских детей. Was that they were very cheerful children and very obedient and happy about it, you know. Потому что они были очень, ну, жизнерадостные, и они были очень послушные, но не такие забитые послушные, да, они были очень жизнерадостные, послушные и были счастливы от того, что они послушны. Sorry, so that's the story about why. То есть и то, почему, как бы, ну, а что же там тогда они делают с этими индейцами, что такие дети у них? But they got together and they said, what are we going to do every day that's going to stop the kids being a bit crazy? То есть, и вот тогда что делают эти индейцы? Они собрались и говорят, давайте посмотрим, что мы можем делать, да, чтобы дети не вели себя вот так неразумно, как немножко сумасшедшие. And this is what they did. И вот что они сделали. Because every time the child, voluntarily or otherwise, каждый раз, когда ребенок по своему собственному желанию или там, неважно почему, would pick up a piece of wood to put it on the fire, брал палочку, чтобы положить ее в костер, no matter who was there, неважно, вот кто там вокруг был, they'd say, oh, what a good child. Они говорили, ой, какой хороший ребенок. Right? So you get the point. Every opportunity. То есть идея такая, что любая возможность вот дать подтверждение чему-то хорошему, что он делает, то есть обратить на это внимание, любая возможность использовалась. Right? If the child has done something, whether he realizes it, he's done it or not. Вот если ребенок делал что-то хорошее, даже не важно, он специально сделал или просто он случайно там эту палочку взял, задумался, кладет, они все равно обращали на это внимание. As long as it wasn't destructive.
as long as it was not destructive, as long as it was constructive, they would say, oh, you're a good child. Да, то есть если это что-то созидательное, да, то есть если это не было чем-то разрушительным, созидательным, они всегда говорили, какой хороший ребенок. Right? And this was a good communication. It's not, oh, aren't you a good child? Oh, you're so good, aren't you good? You know, но это было такое, хорошее, нормальное общение, да, как взрослым. Не то, что там, ой, ты молодец, мой холодненький, идет как рогатый. То есть это было такое, на хорошем уровне, с уважением, с достоинством общения. Oh, you're a good child, well done. Вот. You know, you're a good child. They'd say, Они you're a good говорили, child, well done. действительно, там, да, ты молодец, ты хороший ребенок, хорошо. Now, I just suggest that there are two more examples coming up. Вот, и сейчас будут еще два примера вот про этих индейцев. But I would suggest that's not what we tend to do enough. Maybe we do it, but not enough. Вот, но мое наблюдение, что мы вот этого делаем недостаточно. Right? I'm going to do the second example. He says, now the child was going to go down to the stream. Второй пример, да, вот тоже про этих индейцев. А когда, например, ребенок бежит к ручью, and really, и на самом деле его намерение he was intending to take a little bag of something and throw it взять away. какой-то там мусор и выбросить, мусор и выбросить куда-то в речку. Right, he was going to throw something in the river. То есть он что-то собирается выбросить это в речку. Which for the Indians wasn't a good thing. Ну а для индейцев это вообще неприемлемо было, да, мусор бросать в речку. Because they believed in looking after the environment. Потому что они действительно верят в то, что надо заботиться об окружающей среде. Right? But so he was obviously intending to do something То есть bad. на самом деле он собирался вот что-то такое противненькое сделать, там, что-то плохое что-то. He's about to do something bad. И He вот hasn't done it когда он yet. вот уже бежит и вот сейчас вот что-то сделает такое плохое, Right? He hasn't actually done it, but he's about to do it. то вот собирается это сделать. Right? And he says, and somebody would say to him, И oh, тогда кто-то, кто это видит, он скажет ему: you're going to get some water. You're a good child. ты хочешь принести воды своей маме? Какой хороший ребенок. So you get the point of view. In the face of the child about to do something bad, he hasn't done something bad yet. То есть вот как бы, то есть вот для ребенка, да, то есть как это выглядит? Он не сделал еще ничего плохого, он собирается только сделать. They would take the chance to И вот say, представьте, да, и вот он хочет что-то сделать, а ему говорят: какой хороший ребенок, за водой пошел. now, because I suggest what tends to happen in the modern world. Вот потому что and what was the ending of the previous? Ending of the previous one. Yeah. What did I say? I forgot. No, I mean that in the mind of the child when he's trying to do something. He's about to do something bad, Yeah. but we put a positive there То есть, instead. вот просто что происходит, да? Он хочет сделать что-то плохое, но мы положительное, да, намерение все вкладываем. Because I suggest what happens in the modern world Потому что то, что я вижу, что происходит в современном мире, is that if we see a child about to do something если мы bad, увидим, что ребенок сейчас что-то плохое сделает, we might say, now you're going to do something bad, aren't you, young мы lady? обычно говорим вот I've так: told you that's ты not что, okay хотел to вот do. это сделать? Я тебе уже 100 раз говорил так не делать. Right? You know it's not okay to Ты do. знаешь, что это ненормально, вот так неправильно так делать. Уже 1000 раз тебе сказала. There is a tendency То есть обычно такая тенденция, да, то есть склонность вот именно таким образом себя вести. to say badness. То есть сказать что-то плохое. But their approach was, А вот подход этих индейцев был right? Their approach was, say goodness. сказать что-то хорошее. Right? It's an interesting idea. Интересная идея, да? Right? Let me give you another modern example. Сейчас я вам еще один современный пример приведу. Have you ever been in a Вы supermarket? были когда-нибудь в супермаркете? You haven't. Okay. А вы не были, да? You're too young. Вы слишком молодая еще. Right. So you see a woman with a child behind her, right? Вот вы видите, идет женщина, и рядом, за ней там идет ребенок. Она идет женщина. And the woman is stressed. Modern life. You Вот, и know. вот эта современная жизнь, какая-то женщина вся в стрессе, ей там миллион дел нам сделать. Got to do the shopping. Got to buy this. То есть got ей to надо buy это this. купить, это, она все в корзинку складывает, думает, что там не забыть, все положить. And the child is happy behind, Она счастливая, doing идет, fine, все отлично, он там looking at everything. все you know. смотрит там вокруг, трогает, Right. ему все у него отлично, никакого стресса нет, там папу кормить не надо, все хорошо. But basically being ignored. Вот, но на самом деле, да, в этот момент что происходит? Ну его сейчас мама игнорирует, да, то есть мама своим занята, да, а он там сам по себе. And then maybe the child knocks over Ну и something. потом, возможно, он там раз нечаянно какую-нибудь баночку свалил, она разбилась и все по полу. And the mother turns around and says, И мама моментально come поворачивается. here. Иди сюда, что ты там делаешь? I can't trust you by yourself. You're Вообще so невозможно тебя одного naughty. оставить. Ты все время что-то разобьешь и свалишь. Все время надо за тобой следить. Right?
So, in other words, he only gets attention when he's doing something bad in the mother's opinion. То есть таким образом получается, что он всегда, либо в большинстве случаев, да, получает внимание мамы, только когда он что-то плохое делает. Right? But this approach is, you take every opportunity to say goodness. Но вот этот подход, да, который индейцы использовали, это любую возможность использовать, сказать что-то хорошее, увидеть хорошее, это заметить и сказать. And even if he's about to do something bad, и даже если он уже вот-вот собирается сделать что-то плохое, it's still, you're good, you're going to do something good. Они все равно говорят, о, ты хороший, ты воды хочешь принести. Right? Or you say, you're helping your mother, you're a good child. Да, или ты говоришь, о, ты помогаешь своей маме, хороший ребенок. You're being obedient, you're a good child. Или, например, они говорят, слушай, ты такой послушный, молодец, спасибо тебе большое, ты хороший ребенок. Good. So now what is the next obvious question? И вот какой следующий вопрос, наверное, который у вас есть в голове? А если уже что-то случилось? If something was done already. Well done. Правильно. Well done. Exactly. And when they were bad children. И когда они действительно уже что-то сделали плохое. Okay, so now I'm going to tell you what the Indians did. Сейчас я вам расскажу то, что индейцы делали. And it's a bit shocking. Это немножко шокирует. And he says, and when they were bad children. И когда они действительно делали что-то плохое. They ignored them. Они просто их игнорировали. Whoa. Now, hold it. Whoa. So I agree that being a red Indian in the middle of fields. Я, конечно, согласен, что быть краснокожим индейцем и жить там на бескрайних просторах, там попроще проигнорировать, да? It's different than being a parent in the middle of Moskva. То есть это другое, нежели чем когда вы родитель в центре Москвы. Right? You can't just, if a child does something wrong, it's not realistic to totally. То есть это если ребенок что-то плохое сделает, это не очень реально, да, просто его проигнорировать, там сказать, ну все, ладно, я пошел домой, ты здесь сам все. Right? And in fact, he does say it does take a lot of outdoors to do this. If you're living in an outdoor life. Ну, как бы, да, говорится о том, что для этого, конечно, нужно много, чтобы пространство было. However, there is a principle. Но однако, все равно, вот этот принцип. Right? Because if a child does something wrong, we tend to say, you've done wrong. You're a naughty boy, girl. You're a naughty girl, right? То есть вот то, что как бы сейчас у нас обычно работает, что ребенок делает что-то плохое, мы ему об этом говорим. Ты плохой, ты вот это не сделал, уроки не сделал, там телевизор смотрел весь день. But their attitude was basically to at least ignore the bad action. Но вот их отношение было такое, как минимум игнорировать плохие действия. Yeah? Now, before you argue with me, прежде чем вы начнете со мной спорить, which I expect, что я ожидаю, это всегда происходит. But I would say we have all done this successfully in this way. Я хочу сказать, что мы все это делали успешно. Like you have for example, you have a child who's getting a bit agitated, or you know. Например, там ребенок, который там, ну что-то начинает капризничать, вредничать, там что-то кривляться. And we've said enthusiastically, oh, why don't we go and do this? Мы, ну как бы, да, что делаем, да? Мы, например, берем и говорим, слушай, давай вот этим займемся. И куда-то переключаем его внимание. Right? We've all done that. Мы все наверняка это делаем, да? We've all got their attention on something Он там else. плачет, ой, давай, там, смотри, птичка полетела, да? So the principle here, which is shocking, и вот принцип, который здесь, ну, лежит в основе этого, что достаточно шокирующий. Is that we ignore the badness. We ignore the badness. Да, вот в этом моменте, да, когда он что-то себя ведет плохо, мы его внимание переключаем. Это то, что мы игнорируем что-то плохое. Что он делает? And we don't acknowledge it or confirm it by saying you've done something wrong. И мы не, ну, фиксируем на этом внимание, да, на том, что он сделал что-то неправильное. А как он поймет, что он сделал что-то неправильно? How he will understand that he did something wrong? Good. I'm waiting for that question. Thank you. Знал. Thank goodness there's someone who's asking me the questions. Спасибо, что есть кто-то, кто задает мне правильный вопрос, который мне нужен для того, чтобы продолжать лекцию. So I now give you I have 3 or 4 opinions on this matter. У меня есть где-то 3 или 4 мнения на это. You have? Me. Да. I have 3 or 4 answers to this. То есть у меня есть 3-4 ответа на этот вопрос. Right. Let me collect my thoughts together. Okay, here's the first one. Первый. Have you actually noticed that it's very hard to make anybody actually wrong? If I say you're wrong, you're wrong. Первое. Замечали ли вы то, что на самом деле очень трудно сделать человека неправым? То есть, когда вам кто-то говорит, ты не права, то есть вы не должны думать, точно, я не права, да, я не права. То есть, ну, как бы, это не так легко принять, что ты не прав. It's very rare that a person says, yeah, I'm wrong. Yeah, thank you. Это очень редко, когда человек говорит, да, я прав, да.
Ой, я не прав, да, я не прав. It's very hard to make То something есть это на wrong. самом деле очень тяжело сделать человека неправым, чтобы он действительно это принял, согласился. Particularly adults. But, Особенно взрослые. if I say to you, oh, you're all wrong, Если я скажу вам, вы неправы, вы скажете, что does the Englishman know, you know? Что этот англичанин здесь делает и говорит вообще? So I suggest it's actually very hard to make То people есть wrong. я сделаю предположение, что действительно это очень тяжело делать людей неправыми. I mean, research has shown that even criminals who get sent to jail Вот, и исследования показывают, даже преступники, которых отправляют в тюрьму, think it's all terribly unfair and it wasn't their fault. они считают, что это все вообще просто несправедливо, к ним обошлись, и просто все это несправедливо, и к ним с ним плохо обращаются. Right? Research has shown this. Это исследование показывает это. So that's my first opinion, is it's hard to make anybody wrong, and particularly children. То есть первое, мнение мое, что and how it's connected with the question mark I did. Her question was, how are they going to know, wasn't it, how are they going to know it's wrong or something? And how they will know if you don't make them wrong? What? Yeah, my first opinion is it's not worth trying to make them wrong because they won't. It's hard to make anybody wrong. Да, вот идея такая, что нам даже не надо пытаться сделать их неправым, сказать, ты вот это неправильно делал и так далее, потому что очень трудно сделать человека неправым. А чтобы еще после этого он одумался и начал себя хорошо вести. My second answer is this. Мой второй ответ такой. I have a strange opinion about people. У меня очень есть странное мнение о людях. And my opinion is that we are all basically good. И мое мнение заключается в том, что мы все в основе своей хорошие. Now maybe that's my Christian background, but может быть, это из-за того, что у меня, христианское прошлое. I believe that what is you, the person, is basically good. То есть я верю в то, что вы как человек, любой человек в основе своей хороший. Right? What is basically you are good. You are good. Whatever is you is the goodness. То есть вот вы, не то, что там есть какая-то ерунда вокруг там уже к нам налипла, а вот мы сами, да, в основе своей хорошие. Now this may not be a popular opinion, but that's my opinion. Это не очень популярное мнение. What makes you is what is good. Вот то, что делает вас именно вами, это то, это и есть все самое, это и есть хорошее. I believe there is a part of the mind or something, or the devil, call it what you like, that makes us sometimes bad. И я верю в то, что есть там часть ума, или там дьявол, или как угодно можно это называть, что иногда заставляет нас вести неразумность себя. My belief is that is not you, that is something else. Мое убеждение, что это не вы, это что-то другое. And therefore, if you say bad, поэтому, если вы говорите плохой, then you are not actually talking to the person. Вы на самом деле в этот момент не говорите с человеком, а вы говорите с чем-то плохим. It may not be popular, but that's my opinion. То есть это может быть не очень популярно, но это мое мнение. Right? My third answer is this. Мой третий ответ на ваш вопрос такой. That usually, if a child has just done something bad, и обычно, если ребенок действительно сделал что-то плохое, right, they're not really it's not really the good time to start talking about ethics, moral, discipline, rightness and wrongness. То есть вот если ребенок сделал что-то плохое, да, он такой ответ вот такой, то, как правило, это не самое лучшее время, чтобы говорить об этике, морали, дисциплине, там, высоких материях и так далее. Because they're not really there. Потому что они чуть-чуть не здесь, их внимание в другом месте. Right? В этот момент пытаться им что-то донести просто бессмысленно. That's my opinion. Это мое мнение. Right? But we tend to go, you shouldn't do that. That was a naughty thing to do. I've told you about that before. You shouldn't do that. Blah, 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 blah. Но мы начинаем им говорить, нет, тебе не надо это делать и так далее, и тому подобное. И начинаем моралить, а они нас просто не слышат в этот момент. То есть они просто тут, не в том состоянии, чтобы воспринимать. Поэтому это, бесполезная трата времени. If you want to discuss the whole subject of ethics and right and wrong, если вы хотите обсуждать с ними, да, предмет этики, морали, что хорошо, что плохо, как надо себя вести, then do that when you are in very good love and communication with a person. Делайте это тогда, когда у вас очень хорошее, когда у вас между вами такое большое согласие, хорошее общение, много любви. То есть когда вы оба в хорошем форме, в хорошем настроении. Right. Тогда это может быть продуктивно и давать результат. My fourth reason И моя четвертая причина is that in England, в Англии our legal system, the law, наша юридическая система is based on an important idea. Основана на очень важной идее. And that is that anybody is innocent until proved guilty. То есть каждый человек невиновен, пока не доказана его вина. Right? So, да, презумпция 90. Innocent until proved guilty. То есть невиновен, пока не доказали вину. Which I think is a good idea. Мне кажется, это хорошая идея. Right? Because often we are
It's too easy to say, you're wrong, you did bad. Потому что иногда очень часто сказать там, ты не прав, ты сделал что-то не так. But maybe we didn't have all the information at that moment about what they did. Maybe. Ну, возможно, у нас на самом деле нет всей информации о том, что сделал человек. Может быть, он не так уж не прав. Да, то есть вот, ну, в момент вот такой вот обвинять человека, когда еще ничего не понятно, не выяснено, не очень правильно. So we have to go through a whole process, you know, a judge, a jury. То есть нам надо через весь процесс пройти, то есть судья, жюри, ну, то есть так он шутит. Но имеется в виду действительно как-то понять, расследовать и выяснить, действительно виноват ребенок или нет. But I think that's, all I'm saying is I think that is another reason why we shouldn't say something straight away, because we don't know exactly what happened. Вот, и это еще одна причина, почему нам не надо, как только он что-то плохое сделал, сразу вот на него набрасываться и что-то ему говорить. Потому что у нас, ну, нет всех данных, да? Может быть, это неправильно мы сейчас говорим. And the fifth reason. You're inventing famous. I know. Did I say three? Как придумать по ходу просто. It serves you right for asking the question. Да, спасибо. Okay, so the fifth reason. Пятая причина. Is that I suggest that life is basically trial and error. Что я считаю, что жизнь это вообще пробы и ошибки. Ой, да. I suggest the way we have ever learned about anything is we've tried things and we have sometimes made mistakes. То есть то, как мы вообще чему-то учимся в жизни, мы что-то пробуем. Иногда мы делаем что-то правильно, иногда мы делаем ошибки. Right? We are all thinking, rational human beings. То есть мы все думающие, рациональные человеческие существа. Right? And you particularly. И вы в особенности. Are very rational human beings. Вы очень разумные, рациональные люди. And you do not wait for instructions. И вы не ждете инструкций. Right? You do not wait to be told, pick up that pencil. Вы не ожидаете, что он скажет, пожалуйста, возьми вот эту ручку. Go to the toilet. Сходи в туалет. You don't. You try things out. You know. Вы пробуете разные вещи. Yeah, and life is trial and error. И жизнь это пробы и ошибки. So a kid sometimes is going to act in a way that we don't understand, but maybe he's trying something. То есть иногда дети ведут себя таким образом, который мы, может, не можем понять, почему он вот это так ведет себя, да, или почему он это делает. А может быть, он что-то просто пробует, он что-то ищет, и это его способ что-то понять и испробовать. So I suggest we have to be willing to think that they've maybe just made a mistake. It's not evil. They're not like the devil and they're... То есть я предполагаю, что иногда мы должны, иметь в виду, что то, что они сделали, это просто ошибка. То есть это не то, что какой-то маленький там чертенок сидит в нем и какое-то прям настоящее зло, которое вот из него лезть сделал специально, что-то там плохое сделал. А это просто может быть ошибка. And sixthly, no, there isn't a sixthly. И шестое, ведь нет, что нет. But I think those are enough reasons to suggest. Я считаю, что действительно достаточно причин, чтобы предложить, that we change our point of view, чтобы мы изменили нашу точку зрения. And actually try not to say somebody is bad. И попытались не говорить кому-то, что он плохой. Now I understand this goes against, well, of course you've got to tell them they're wrong. But why? Я понимаю, что, наверное, возникает такой протест, типа, как же я могу не говорить, что он не прав? Как же он тогда узнает? Как правильно, да, вот как я ему не буду говорить это? My personal experience, мой личный опыт, has been the most dignified, the best mannered children. Что вот дети, у которых очень развито чувство собственного достоинства, с хорошими манерами, have not been made wrong. Никогда их не делали вот так неправ, все время, постоянно неправыми за то, что они делали что-то неправильно. So I'm offering a new point of view. Я просто предлагаю вам, другую, новую точку зрения. Yeah. Interesting or not? Интересно или нет? I mean. Homework. Well, of course. Well, you understand. There is homework. And, да, и вы поняли, да, я уже предупредил, что будет домашняя работа. There is one more. А потом он приедет где-нибудь в октябре и вот будет проверять. There is one more example I'm going to read, but say this one more example I'm going to read. Есть еще один пример, который я тоже хочу вам зачитать. But basically, what I want us to do. Но что я хочу, чтобы вы сделали, когда придете домой? Is if we have children or are working with children. Если у вас есть дети или вы работаете с детьми. That for a period of time. Вот какой-то промежуток времени, 10 or 20 years, no, 1 or 2, 10 или 20 лет, that we take every opportunity to find goodness. Say, то есть несколько дней. И вот находите любую возможность сказать что-то хорошее о них. Вот видите, он что-то хорошее сделал, сразу на это обращать внимание и говорите. You did that well. Well done for doing that. You did that well. Например, ты вот это хорошо сделал там, молодец, там тарелку свою убрал, молодец.
You look good. I like the way you're dressed today. Ты хорошо выглядишь, молодец. Мне нравится, как ты одета сегодня. Anything you can possibly do. То есть все, что вы можете увидеть и искренне, да, ну этим восхититься. Right, but you've got to make it a real communication. Not, as I say, not, oh, well done, aren't you good? Oh, good, sweet. Но это действительно должно быть настоящее общение, а не просто вы даже как, эй, вы молодец, хорошо там. It's got to be well done. You know, you did that. You look great. Молодец, хорошо, это хорошо сделал. You did that good. Thank you for helping me. Thank Спасибо, you for что помог taking мне. that. Спасибо, что Every сделал. opportunity. Любую возможность использовать. And the reverse of that is. И вот обратная сторона этого. That if they do something bad, если они сделают что-то плохое, попробуйте. Try ignoring it. Попробуйте проигнорировать это. Right? No one is expecting you to be perfect. Но никто не ожидает от вас, что вы будете в этом совершенны. But I'm saying, if you are willing to do it for a day or two, но я вам хочу сказать, что если вы готовы к тому, чтобы вот это попробовать день-два, try saying nothing when you think the child is попробуйте ничего не говорить, когда ребенок сделает что-то плохое. Ну попробуйте ничего не говорить. By all means, put their attention onto something else. That's fine. That's ignoring it. Вот. Это не значит, что то есть, всеми попробуйте направить его внимание на что-то другое, да? То есть, потому что если вы на что-то другое, на положительное, созидательное направляете, то это тоже способ игнорировать то, что он плохое сделал. So, are you willing to try this homework? Хотите попробовать эту домашнюю работу выполнить? Some people are. Некоторые готовы. Some people are. And would the others try it? I suggest that you probably do this. Возможно, вы так и делаете. But we can probably do it more. Am I right? Возможно, вы можете делать этого больше. Yeah? Yeah? Согласны? Okay, good. Thank you for volunteers. Thank you. Спасибо. Okay, good. За то, что so that's the first piece of homework. Это первая часть домашней работы. All right, how are we doing? Now, I want to offer you something else which I think is also very, very, very helpful. Я хочу вам предложить еще кое-что, что мне кажется очень-очень полезным и применимым. Okay, and this is those who have children. Do you have more than one child? Вот те, у кого у вас есть дети, у вас более, один ребенок или больше? Right. У кого больше, чем один? Okay, right. Well, okay, right. So even if you have one child, this is important. But with two or more children, it's very important. Даже если у вас всего лишь один ребенок, это важно. Но если у вас два и больше, то это еще более важно. In my humble opinion. Ну, мое скромное мнение. Right. Well, I'm not really humble, but. Ну, я на самом деле совсем скромный. Okay, but I try. Я пытаюсь. Okay. Let me give you the point of view of a modern child. I'm going to give them the point of view from the point of view of a child in the modern world. Я хочу вам сейчас дать точку зрения ребенка в современном мире. Like the child is often, for the best reasons, the child is told you've got to get up a certain time. То есть, из самых лучших побуждений, да, ребенку говорят, так, тебе надо вставать там в 7:30. You've got to come and have breakfast at a certain time. То есть в такое-то время должен приходить на завтрак. You've got to leave the house at a certain time. В такое-то время ты должен выходить из дома. You've got to be taken in a car and go to maybe school or kindergarten or whatever. Потом тебе надо посадить в машину, и вот к такому-то времени тебе надо быть в школе. And then at school, my goodness, they have to be sitting down when the bell goes. В школе, о боже, ему надо сидеть, пока звонок не звенит на одном месте. Right, they can't get up. Они не могут вставать, там что-то потянуться, только ждать надо перемену. Then they have to come back when the bell goes. А потом они должны вернуться, когда зазвенел звонок. Lunchtime, they have to go and eat something. Потом обед, они должны прийти и поесть что-то, что им дали. If they're lucky, they've chosen it themselves, but maybe it's something that you've made them. Если им повезло, они сами выбирают, что им поесть, но, как правило, им уже дают, что они должны поесть. And then they have to come home at a certain time. А потом они в определенное время должны вернуться домой. Right, and then maybe they have to eat at a certain time. А потом им в определенное время поесть. In other words, they're being directed a lot. То есть на самом деле вот их очень много направляют. То есть не они сами решают, что делать, да, а им очень-очень много дают указаний, что они когда должны делать. For the best reasons, but there's still a lot of direction going into. То есть, но очень-очень много управления, контроля и направления, указаний. And maybe mum and dad are a bit busy and they don't always get all the attention that we think we give them. Вот. Ну и, возможно, там мама и папа, да, как очень часто в современном мире, там очень заняты, не дают достаточного количества внимания, даже, может, нам кажется достаточно, но ребенку недостаточно. Right. So I would suggest there is something very therapeutic we can do. Я предположу, что есть, но кое-что очень терапевтическое, что вы можете сделать. And may I suggest to you that when you were young,
Вот могу я сделать такое предположение, что когда вы были молодыми, young or small? There were some special times when one of your parents took just you by yourself to do something special. Вот, что, когда вы были детьми, да, было такое время, когда, например, кто-то из родителей брал вас куда-то одного, и вы вот чем-то занимались с этим родителем вдвоем. I bet you can think of a time when you had Можете вспомнить какой такой момент? Special time with one of your Это было parents. какое-то особенное время. Yeah? It's true or not? For some Правда, people, нет? yeah. Okay. Maybe it happened often, but maybe it only happened very rarely. Может быть, редко. Yeah? But I can certainly remember a time when my dad took just me to the zoo, and it was like, oh, То this есть is я помню, special. когда мой папа взял меня, только меня, и повел в зоопарк. Я вот это до сих пор помню. And it's this very much individual attention that we're coming to. Вот. We're going to come to why it's important to give some individual attention. И вот сейчас мы подходим к тому, почему это так важно, вот именно индивидуальное внимание. Because what is suggested is that we set aside a time. Вот что предлагается сделать? Выделить какое-то время, When the child can do anything he desires, когда ребенок может делать то, что он хочет, which doesn't hurt animals or property. что не наносит вред там животным или имуществу. Right? And he says, spend the time with him. Проведите время с ним. And do whatever he asks you to И do. делайте все, что он будет просить вас делать. Within reason, of course. Ну, конечно, в пределах разумного. Right? In other words, so you get the idea. То есть идея такая. We say, okay, this 20 minutes is your time. Вы говорите им, вот эти 20 минут это твое время. Right? I will do whatever you want me to do. Я буду делать все, что ты хочешь, чтобы я делал. And the adult who's doing this И взрослый, который делает это, has to have complete attention. у него должно быть полностью вот его внимание Right? So направлено на ребенка. То есть он не по телефону не должен разговаривать, там не ногти красить параллельно. you're not allowed to cook at the same time. То есть не то, что там готовить одновременно. Can't be on the mobile phone. Телефон. You know, it's got to be your complete attention to that Ваше child. внимание все полностью должно быть вот в это время на ребенка направлено. Right? And this becomes their own time. Это называется твое время, да, то есть это их их время. Now, back in the 1950s, the suggestion was this could be an hour or two. Вот. Ну вот в 50-х годах, да, когда были написаны эти строки, предложение было, чтобы это было час или два. But I accept in the modern world that might be a little unrealistic. Но я смею сделать предположение, что в нашем современном мире час или два это немножко нереальным становится. But basically, any time, any fixed time will do. You know, whatever is real. 10 minutes, 20 minutes, Вот, whatever но it is. если вы, любой промежуток времени выберете, там, 20 минут 20, 10, но вот это будет какое-то конкретное время, там, каждый день или какой-то периодичностью, когда это будет его время. So you see, the point is Идея здесь в том, that we're making a time when they can direct us in whatever they что мы want to do. создаем такое время, когда они могут давать нам указания. Right? То есть так мы обычно им даем, а тут они могут нами управлять и нас контролировать. This kind of reverses the direction of life. То есть Instead это of, как бы изменяет направление, да? То есть до этого направления все мы им, а тут они тоже могут что-то так вот. yeah? And it means that they can then do whatever or say whatever they want to say to you. Это значит, что они тогда могут, говорить все, что они хотят вам сказать, они могут это сказать. And in fact, you will find that after, it'll be a novelty. For a while it'll be, well, what's mum doing? You know, Вот. it's Но crazy. это может быть немножко так, необычно, какая-то новизна такая в этом будет для ребенка, типа, что мама делает, вообще не понял. But once the novelty wears off, they Но will потом, start когда вот asking you эта вот questions. новизна исчезнет, да, вот такой первый шок, такой, что-то там, можно все, что хочешь делать. Я просто когда сама такое делала, то есть мне и под кроватью надо было лазить, на голове стоять, это было так. А потом, когда вот эта новизна уходит, да, как бы они действительно начинают задавать вопросы. Вот то, что их беспокоит, да, то есть то, о чем они хотят поговорить, что они хотят узнать. They will start asking you surprising questions. Они будут удивительные вопросы вам задавать. Right? And this is particularly important if we have more than one child. И это особенно важно, если у вас не один ребенок, а больше, да, потому что, как правило, когда их несколько, уже такого внимания персонального не получается. Because we may think, you know, we love our children, we give them a lot of attention. Потому что мы можем иногда думать, что мы любим наших детей и достаточно внимания им даем. Нам так может казаться.
But we sometimes forget that they don't then get that absolutely, this is your time, not your brother or sister, this is you and me. Вот. Но мы иногда просто не даем себе отчета в том, что мы это время, есть там брат, сестра, да, и мы не посвящаем это время конкретно ему, да, вот здесь надо именно вот этому человеку, этому ребенку посвятить время. Не брату, не сестре, не в целом детям, а вот конкретно этому ребенку. Now, does anybody have teenage children? А есть ли у кого-то дети тинейджера? You don't look young enough. You don't look old enough, right? Anyway, she doesn't look old enough. Ведь вы недостаточно взрослые выглядите, чтобы быть тинейджером. Because teenagers, the teens and puberty can be a bit of a rough time for people. Ну вот этот подростковый период, да, и период полового созревания, это может быть достаточно таким трудным временем для ребенка. I don't know what it was like for you, but it was a shock for me. То есть я не знаю, как это для вас, да, но для меня вот это был шок. Right? And things start to happen when you grow up. И какие-то вещи в теле начинали происходить, вот ты растешь. То есть для меня это был шок. Yeah? And if you've got somebody that you know you can talk to safely, и если у тебя есть кто-то, да, с кем ты можешь поговорить, безопасно, открыто, да, you know, it can make your troubles less hard to bear. Это может сделать вам будет легче справиться с вашими трудностями. Because I suggest the worst thing that can happen to a mother. Потому что я, думаю, что самая ужасная вещь, которая может произойти с мамой, is that the child reaches her teens, когда his or her ребенок teens, становится подростком, and turns around and says, I hate you. Поворачивается и говорит, я тебя ненавижу. It's the worst thing that can happen to a mother. Это самое ужасное, что может произойти только с мамой. Right? And we don't want this to happen. И мы не хотим, чтобы это произошло. Right? And therefore I suggest that if we've made this time, поэтому я предполагаю, что если мы введем в традицию, да, вот это его время, where it's completely safe for them, когда для него это безопасно, когда вы целиком ему уделяете время, we will maintain that friendship, which will go мы through продолжим that вот time. эту дружбу, которая будет, не пропадет. Yeah. So, and even if you have a child who you are not in good communication with, и даже если, у вас ребенок, с которым у вас не очень хорошее общение, this can be a way of restoring good communication. это может быть способ, как восстановить хорошее общение с ребенком. I had one lady who had a teenage son who was not talking to her. У меня была одна знакомая женщина, у нее был сын-подросток, он просто с ней не разговаривал. And I described this action to her. Я описал вот эти действия ей. Tell him you're busy. Скажите им, чтобы заняты. Tell him to... Time to wake up. Время проснуться. Yeah. Okay. Anyway, I told this to one mother who я рассказала это одной маме. And later she said, I tried it and it didn't work. И потом она мне сказала, я пробовала это не сработало. And I said, well, what did you do? Я спросила, хорошо, а что вы делали? And she said, well, I told my son, okay, this is your time, 20 minutes, your time, right? Я ему сказала, так, сын, вот это 20 минут, это твое время. And he said, and went to his room. И закрыл дверь. Yeah. And so she just wandered off. И она просто расстроилась и все это забросила. I said, no, you've missed the point. Я сказала, подождите, вы упустили один важный момент. I said, you have to stand there and be available for 20 minutes. То есть ты должна была стоять и быть, в его распоряжении эти 20 минут. Вот даже если ему ничего не надо, просто должна стоять, и чтобы он знал, что вот это его время, и ты есть. So she went back to him and said, you know, this is your time, I'm available to you, anything you want me to do. Я вот доступна, если я тебе буду нужна, я вот здесь. So she said, он клак, и ушел. And so she said, and she just stood there outside. Она просто стояла вот там около под дверью. And the next time, she said the same thing. Она опять то же самое сказала. And slightly slower, but he still shut the door. Он так помедленнее, но все равно захлопнул дверь и ушел. And he knew she was out there. She knew she was keeping his word. Под дверью. Он знал. About the fourth time, he came out of the room and started talking. Четвертый раз он вышел уж такой из комнаты и что-то начал с ней разговаривать. Almost the first time in a long time. Это было вообще первый раз за очень долгий промежуток времени. So it's a very powerful thing to do. Это очень мощная вещь. Ее стоит попробовать сделать. But if you are in good communication, но если у вас и так хорошее общение с вашими детьми, we can maintain and keep that good communication from then. Мы можем поддержать это хорошее общение и улучшить, и сделать так, чтобы оно шло и до подросткового возраста и дальше. It's very simple. Это очень просто. But the rules are, you don't suggest anything. Но правила надо запомнить такие: вы ничего не предлагаете.
You don't tell the child. Вы не говорите ему, что он должен делать. But if he asks questions, Но you если он answer. задает вопросы, вы отвечаете. Right? And you may have some surprising questions. И могут быть очень удивительные вопросы, которые вам зададут. You know, they're going to ask you about sex. Они, например, могут спросить вас про секс. Why were you and mum and dad making such a noise in that bedroom last night? Мама и папа, почему вот вы так шумно там, вот что вы так шумно делали в комнате в прошлую ночь? So you better be able to answer some questions. То есть и вы должны быть готовы ответить на эти вопросы. But you have to answer it straight and honestly. Нужно прямо ответить открыто, а не там. But exactly, none of all this. Всего этого, да. Right. You have to be able to answer То есть questions. вам надо действительно быть способными прямо ответить на этот вопрос. And they will start telling you things about their life that you will be И они surprised. начнут вам говорить вещи о своей жизни, которые вас будут удивлять. And you're not allowed to burst into tears. Oh no, my God, what have you done? The parent is not allowed to burst into tears. А вам нельзя вот так плакать, расстраиваться. Это такое секретное время, да, которое вот для ребенка. Right? So, this was your second piece of homework. Это ваше второе домашнее задание. Right? So, would you be willing to do that? Вы согласны это сделать? Yeah? I mean, it's a simple idea. You may think it's too simple, but it's very, Это very, very простая powerful. идея, очень простая, но она очень мощная. Now, it does say within reason. Вот. It does say you will do whatever they want you to do within reason. Да, ну как бы, как я... Thank you. Джоксовский, правильно все. Thank you. Somebody is still awake. Here we go. Молодцы. Еще кто-то еще не спит. Well done. You're a good child. Вы хороший ребенок. Right. Yes, you're. Right. Okay, good. So, when I was at Oxford, I was studying mathematics. Когда я учился в Оксфорде, я изучал математику. But I was not a happy man. Но я не был очень счастлив. And in fact, for the first time, И на самом деле первый раз I was starting to have trouble with my study. у меня, первый раз в жизни у меня появились проблемы в учебе. Because I am a genius, obviously. То есть я, конечно же, гений, это понятно. And mathematics had always been easy and enjoyable. Математика это всегда для меня было очень просто, легко и интересно. But I got to Oxford and I was starting to struggle a И bit. я пришел в Оксфорд, и у меня какие-то начались трудности. Right? And at that point, I was reading some of the work of L. Ron Hubbard, which И I в тот talked момент about. я вот прочитал некоторые из работ Рона Хаббарда. And one of the things he talks about was the meanings of words. И одна из вещей, о которых он говорит, это значение слов. Right? And I have a question for you. У меня есть вопрос к вам. Did you study mathematics at school? Вы в школе изучали математику? Right. Good, bad? Хорошо у вас да, шли, плохо? So? Okay. Так себе? Excellent, good, bad? Okay, good. Okay. But I would be very certain that you would probably could not tell me what the word Но mathematics is. я уверен практически на 99%, что вы мне не скажете, что значит слово математика. Не сможете дать определение. At Что this, это такое? at this point, I usually bet 50 rubles, but I'm not. Обычно я в этот момент спорю на 50 рублей, но я сейчас нет своего 50 So I рублей. might lose it. But I would almost be certain that nobody could actually stand up and give the correct Но definition. я практически уверен, что никто не сможет встать и дать правильное определение слова математика. Does anyone think they could? А? Does anyone think they could define the Кто-нибудь word? думает, что он может дать определение? She will go in the, look on the internet. Well, I'm going to tell you, hard luck. Я скажу вам потом. Sorry, whether you like it or not, I'm going to tell you the Я вам definition. скажу. But Right calculations. calculations. Right calculations. Right calculations. Well, that's about a third of it. Но это треть вот этого. Yeah. But you're on the. Thank you. Мы for- сегодня были thank в you. школе, было 40 учителей, Thank you. среди которых были учителя математики. Right. И никто не знал. Right, you are a good child, by the way. А? Okay. Это очень хорошая школа. Yeah. Okay. Good. So I might tell you in a minute. I might Я вам tell через you. минуту скажу. But I wanted to. I'm making the observation that we often go past words that we don't fully understand. Но просто на что я хочу обратить ваше внимание, что очень часто мы пропускаем слова, которые мы не полностью понимаем. То есть, мы так читаем, думаем, да, понял, дальше пошел. Мы не задумываемся, что там имелось в виду-то на самом деле. Now, in fact, На самом деле, по сути, mathematics математика is the study of number, это изучение чисел, shape, форм or quantities, Или how much or множество. how many of something, and the rules about them. и правил. Right? So you can go on the internet and check. Вы можете проверить в интернете. But I think you'll find that is the correct definition of mathematics. Study of number, shape, and quantity, and the rules You about them. mean quantities like the How much or how many? Yeah, the amount. How much or how many? Это наука о формах, числах и количествах. И правилах о них. I hope she's translating that properly. Я надеюсь, она правильно She поняла. probably doesn't understand it. Is she all right?
Right? You're my second. Right? Thank you. You're a good child. Вы хороший. Right. So number shape and quantity and the rules about them, and it comes from the Greek word mathematikos. И это происходит от греческого слова mathematikos, which meant learning. Что означает обучение. All the Greeks were trying to do was learn about Потому the что world что around. пытались делать греки? Да? Они пытались изучать все вокруг, мир вокруг себя. Well, I read that and I thought that was quite interesting. Вот когда я это прочитала, я подумала, что это достаточно интересно. Suddenly understood what I was doing at Oxford То University. есть я наконец-то понял, что я здесь делаю в Оксфордском университете. Что я вообще изучаю. Do you have arithmetic? Yeah. Same word? Yeah. Arithmetic? Right. Arithmetica, right, which comes to the Greek arithmetic. Arithmos, which means number. Это происходит от греческого слова арифма, что значит число. Right, arithmetic, the study of numbers. То есть арифметика это изучение чисел. So it's interesting. You start looking at words and things become clearer. То есть когда ты начинаешь, смотреть слова, да, и разбираться в их значении, то предмет становится простым, то есть тебе становится все понятно. Now, can I show my picture? Which one? Can I show my pictures? Okay. Yes? No? Isn't it too difficult? Is it too difficult? Okay, Okay, it's too difficult. okay, Mark, sure. Okay, let me ask you a question. Well, maybe I'll do it. Have you ever had the experience Был ли у вас когда-то такой опыт, of reading a page что вы читали, например, книжку, дочитали до конца страницы, and feeling blank at the end of и that вдруг page? чувствовали пустоту в голове полностью? Right? Almost always. Almost always. Thank you. Спасибо. You are an honest lady. Вы честная женщина. And you are a good child. И вы хороший ребенок. Третий раз читаю. Опять. I read the second time, the first time, and all the same I dream away. Good. I'm going to offer you a reason in a minute. Я хочу вам сейчас через минуту предложить, сделать предположение, что является причиной. So has this happened to others? То есть с другими тоже случалось такое, да? Ever? Once or twice? Regularly? 1-2 раза или часто? Yeah? A lot. Okay. We have some honest people in the room. У нас очень честные люди здесь в комнате сегодня собрались. Right, good. Another question. Другой вопрос. Have you ever been studying something А было ли у вас так, что вы что-то изучали, and then suddenly you find yourself daydreaming about и something в какой-то else? момент вы понимали, что вы уже о чем-то мечтаете, уже на Канары поехали? Right? You're suddenly thinking about your husband or boyfriend or both. Или вы думаете о своем муже, любовнике, или об обоих? Yeah? That's happened, right? Случалось такое, да? Right? Or if you're a teacher, Или, например, вы учитель, you see students who are staring out the и window. видите, дети куда-то в окно уставились. Right? Their attention just whack. То есть внимание такой раз и ушло. Yeah, we've all seen that. Видели это, да? We've all experienced that. Yeah? Okay, there is a reason for those things happening and a lot of other things that happen. Есть причины, почему это происходит, и почему всякие другие сложности в учебе происходят. And the reason is this, И причина следующая. that somewhere before, like let's say you go, Выше по тексту. sorry. Let's say you go blank on this page. Предположим, вот у вас пустота в голове вот здесь появилась, вы читали до конца страницы, не помните, что прочитали, вот на этой странице. Then if you look earlier than where you went Вот blank, если вы посмотрите раньше, вот где еще вы нормально все у вас было хорошо, somewhere there will be a word где-то там вы найдете слово, that was not properly understood. которое вы на самом деле, либо вообще не знали, либо не полностью понимали. One either didn't understand it or you understood it incorrectly. Или понимали его неправильно. Right? Now this may sound incredibly simple. Это звучит очень просто. Right? And it is. И на самом деле это и есть просто. But this is a new discovery that if you look back, you will find a Это word. действительно открытие. Если вы посмотрите назад, вы всегда найдете слово, которое вызывает вот то, что вы улетаете куда-то. Now I'll tell you this, and you will never use it. What? You will not use that idea. I'm warning them that they will not use that idea. They won't. Я вам сейчас скажу, и вы никогда не будете это использовать. But if you have someone encouraging you to do that, Но если будет кто-то рядом с вами, кто будет, поощрять вас тому, что вы это делали, помогать вам найти вот это слово выше, да, то есть, какое-то намерение вкладывать в то, чтобы вы это делали. if you have somebody encouraging you, say, okay, well, look, let's have a look. You went blank. Если кто-то скажет, например, вам, да, так, ладно, хорошо, давай посмотрим, вот здесь тебе ничего не понятно, да, а вот здесь вот это что значит слово математика, да, ага, а что такое там уравнение, да? And if you hunt around, you'll find a word that the person И если doesn't вот understand. вы будете искать, вы найдете слово.
And the person will brighten up. И человек, после того, как он нашел слово, посмотрел его в словаре и понял, что оно значит, он сразу просияет, он просветлеет. Ему вот это вот весь туман из головы, он уходит. So this is a very simple, very basic discovery in the field of education. Это очень такое базовое, простое открытие в области образования. Yeah? And so if you make sure that the words are fully understood, a person will stay bright. Вы, когда вы учитесь, или ваш ребенок учится, вы будете действительно убеждаться в том, что все слова понятны, да? Человек будет, ребенок или вы будете оставаться, сообразительными, да, быстрыми и в хорошем состоянии, и в интересе. Just one other example. Еще один пример. Have you ever been studying and you feel bright? А было ли так, что вы когда-то изучали что-то, вы чувствовали прям себя очень сообразительным? And then 5 minutes later, а через 5 минут у вас уже такое было. Tired. Вы устали, уже все. Time for a break, gotta have a все, пора перерыв сделать там. Even though 5 minutes earlier, вот 5 минут назад вы не хотели спать, вы не хотели есть, перерыв был не нужен, вы были счастливы, глаза горели, а тут уже все, как будто не спал всю ночь. Well, the reason is that there will be something that was not fully understood. И причина здесь та же самая. A word that was not understood. Что точно, вот раньше было что-то, что вы не до конца поняли. И в основе любого непонимания всегда лежит слово. То есть это не идея какая-то сложная, которую вы не поняли, а это слова, которые использованы для передачи этой идеи, которую вы не поняли. Now it's kind of obvious because words are the building blocks of И кажется, что это в принципе очевидно, потому что такое слова, да? Это кирпичики, из которых состоит наш язык, с помощью которого мы передаем идеи. But these discoveries of the effects that these words have is new. Вот, но вот открытие того, какое влияние оказывают вот непонятые слова на человека, да, то есть какие реакции происходят у человека, вот это новое. Anyway, there's a lot more to this that could be said. То есть есть целый отдельный предмет, да, что можно об этом сказать. But I offer you the one thing that you can really do to help your children. Вот, но я предлагаю вам одну вещь, которую вы можете сделать для того, чтобы действительно помочь своим детям. Is that when they come home from school, когда они приходят домой из школы, you say, "How was school today, dear?" Вы спрашиваете, как у тебя дела в школе, дорогой? Oh, well, I didn't understand that mathematics. Он говорит, я что-то не понял там эту математику. Good. So you pull out their books. Вы берете эту книжку. And start checking the meanings of the words. И начинаете проверять значение слов. Right? And that's the most valuable thing you can do. Да. Это одна из самых ценных вещей, которые вы можете сделать для своего ребенка. Right? I mean, how you apply to school? Sorry. Oh, I was going. So I have a school where this is the basic principle of education. И я в нашей школе это основополагающий принцип. And we managed to keep our students interested and enjoying all subjects, including mathematics. И таким образом у нас получается, что наши ученики, они учатся с интересом, они хотят учиться, им все нравится, включая даже математику. But I just offer to you tonight. И вот сегодня вечером я предлагаю вам, that if you really want to help your children, что если вы действительно хотите помочь своему ребенку, go through the basic words of their education at school. Вот, просто пройдитесь по ключевым словам, да, каким-то, терминам, хотя бы даже терминам, да, которые в школе, с которыми сталкивается ребенок. Now, it's not if the child is under 18, it's probably going to be difficult to tell them to look up the words in a dictionary. Вот, но если ребенок, маленький, да, может быть даже до возраста, 16 лет, это может быть немного, к тому же у нас нет хороших словарей для детей. Вот просто нету, да, таких простых и понятных. То есть, конечно, его посадить и говорить, давай там сам смотри слова, но это вряд ли сработает. То есть, действительно, здесь большая работа ваша нужна. Потому что вам надо прочитать, самим понять, что там имеется в виду, разобраться, а потом простыми словами на пальцах объяснить ребенку. So you're going to have to explain. То есть вам надо будет объяснять ребенку. То есть не в словарь его отправлять, да, а объяснять. А потом, тоже я наблюдала, что когда дети видят, что это действительно помогает, да, что действительно, делает их более сообразительными, им понятнее, интереснее, они уже и сами могут смотреть слова. Но это определенная работа достаточно большая, до этого должна быть проделана, чтобы они это почувствовали. Yeah. So you may have to make sure you've got a dictionary. Вот, поэтому просто убедитесь, что у вас есть словарь. But it isn't just the big words. И на что я хотела еще обратить ваше внимание, это не обязательно какие-то большие слова, длинные, сложные такие. Sometimes people don't understand the small words. Очень часто бывает так, что люди не понимают эти маленькие слова.
Yeah? So those also you have to look at. Вот. И на них тоже надо обращать внимание. Потому что неважно, оно длинное, большое или маленькое, короткое. Идея, которая в нем заложена, да, она все равно есть, эта идея. Даже если букв мало. So should we do, I mean, we could just do the dub example as a way of example? I think it's, that's enough. That's enough? Mm-hmm. I think we said enough then? Yeah. Should we leave it at that? Should we leave it at that? We've finished? Yeah. So finish with your homework. With your homework. Right. Okay, good. So has that been of some interest? Вот было для вас это интересно? Hasn't been a complete waste of time listening Или to это this. полная пустая трата времени была? Слушай, этого сумасшедшего англичанина. I mean, I hope I've suggested some new ideas. Но я надеюсь, что я дал вам какие-то новые идеи. So I'm just going to sum up the homework. То есть сейчас подведем итог, домашняя работа какая у нас. And then do a little advertisement for my school. Потом я небольшую рекламу своей школы сделаю. Right, okay. So, first piece of homework is Первая часть домашней работы. if you have a child or you're dealing with children, take every opportunity to find the right, То to есть say первое, right. если Good, you're right, you're у good. вас есть дети или вы работаете с детьми, используйте любую возможность обратить внимание на то, что они делают хорошо, и сказать об этом. And if you're very brave, Если вы очень смелые, you're going to ignore the bad behavior. вы будете тогда даже игнорировать плохое поведение. That takes bravery. Но это надо смелость для этого нужна. But I see in your eyes you are brave people. Но я вижу в ваших глазах, что вы смелые люди. And indeed good children. И на самом деле хорошие дети. So, and the second piece of homework Вторая часть домашней работы was to make a period of time сделать этот период какой-то времени, that you explain to a child that is their time, когда вы объясните ребенку, что это их время, you are available to them, что вы для них доступны, and you will do whatever they want within и reason. вы будете делать все, что они хотят, в пределах разумного. Right? And you don't tell them anything, but you answer any questions straight. Вот, и вы делаете то, что они хотят, и вы отвечаете на их вопросы. Right. And the third piece of homework И третья часть домашней работы is that try taking your child's homework это попробуйте, взять домашнюю работу ребенка and asking the meanings of some of the и words. спросите его, какие-то значения слов, которые там есть. Right? In a fun way. Так это, и должно быть так, там, сейчас экзамен, да? Но как-то так весело это, как-то с удовольствием, чтобы это было. Not we're going to look at your homework and we're going to look at all Не your так, что мы words. сейчас будем смотреть домашнюю работу, тогда я проверю, что там знаешь. Right? But hey, let's see if Так, you слушай, давай understand посмотрим, all что там у words, тебя. and hey, well done, you understand that word. О, молодец, это слово понимаешь, здорово, хорошо. А вот это что такое? Check the meanings of То words. есть проверьте, насколько он понимает значение слов. Yeah? Okay, so those are the three pieces of homework. Вот это 3 домашних задания. Okay, so I did just want to say that I do come from the best school in the world. Вот. И я хотела сказать, что я действительно работаю в самой лучшей школе во всем мире. Of course it's the best school in the world. Конечно, это самая лучшая школа во всем мире. Okay, and because we use these ideas, these principles, Потому что мы используем все эти идеи, эти принципы to raise children для того, чтобы воспитывать детей, who enjoy their study которым нравится and are in good обучение, communication. и которые могут хорошо общаться. Sounds exciting to me. Для меня, мне кажется, это замечательно, что такие дети вырастают. Yeah. Currently, we have it's a small school, Это небольшая школа. but we have students who live at the school from the age of 11 up. И у нас, есть дети, которые там в дневной школе, да, есть как пансион. То есть с 11 лет там можно как в пансионе жить. And at the moment, we have 4 Russians, И сейчас у нас 4 русских ребенка учатся. and we would like more. И мы хотим больше. Why? Because the Russians are so wonderful. Потому что русские такие замечательные. And secondly, because they're the only people who've got money. Вот. И потому что это единственные люди в мире, у которых деньги есть. English have got no money left. Нет. Вот, так, слишком много вопросов потеряла. And how without Russian children study there? Without English? No, I mean, students come to us with no English or maybe very little English. Вот смотрите, дети, которые к нам приходят, они приходят, с нулевым английским, как правило, да, которые вот из других стран, или там с совсем маленьким знанием английского. So we have 20 years experience of teaching students. Но у нас 20 лет English опыта second language. обучать детей, английскому как второму языку. We're very good at it. У нас это хорошо получается. Ему, если надолго оставаться, чтобы он и русский учил, как русский, вот, чтобы он в развитии по-русскому не отстал. Но это уже, да, сложно. She was talking about how not to lose Russian. Oh, not to lose Russian, that way around. Okay, I'm sorry. Okay. Well, they do come back to you every 6 weeks. Они приезжают к вам через каждые 6 недель.
So we assume that you're not going to go on talking English with them. Мы предполагаем, что вы с ними не будете по-английски разговаривать. So we don't usually find they lose their Russian, in that sense. We don't teach Russian. That's true. Это правда, мы не обучаем русскому. Что он может вернуться и поступить здесь в университет. Да, это вообще совершенно другой вопрос. Нет, он не забудет, но у меня просто есть один знакомый, он, например, специально вернулся, и 11 класс он заканчивал здесь, потому что он планировал здесь учиться. А кто-то, кто планирует в Англии учиться, они там заканчивают, идут дальше. Просто это зависит от того, что вы планируете. На самом деле про школу у нас в эту субботу с 4 до 6 у нас в прикладном образовании будет специальный брифинг вот только про школу, вот про это. И даже будет там видеотрансляция. Я вот вам потом раздам рекламку, там на сайте вы сможете зайти, зарегистрироваться. То есть просто специально для родителей, для всех, кто интересуется, вот именно про школу, он все расскажет, ответит на все вопросы. Так что если кому-то интересно, можете либо приезжать, либо вот по интернету. Смешанная школа. А? Да, мальчики с девочками. У них почти все сейчас. And second part of the advertisement. И вторая часть рекламы. Nearly finished. Почти закончил. Right, we do have a summer program. У нас есть летние программы, where students can come for 1, 2, 3 or 4 weeks. То есть, куда дети могут приехать там на 1, 2, 3, 4 недели. And that is a fun program. Это именно программа fun, да? Развлекательная. They do learn English in the morning. Они с утром учат английский. But then in the afternoon and the evening they go. А вечером они едут. Wonderful English things. Ну, какие-то всякие английские штучки интересненькие. Like visiting London and the Tower of London. Там в London and the Tower of London. Они едут, например, в Лондон и Тауэр. Going to Oxford. В Оксфорд едут. Going to Cambridge. В Кембридж едут. Riding horses на лошадях катаются в Ашдаунском лесу, где вот рядом с которым школа находится. Visiting castles. Там ездят в разные замки. It's a fantastic program. Вот, and not expensive. И она недорогая и очень интересная программа. And in fact, students can come any time in the year. Но на самом деле дети, вот кто хочет английский подучить, да, вот поехать на какое-то время, они в принципе в любой период времени могут приехать. То есть там на неделю, на 2. And join the school for 1, 2 or 3 or 4 weeks. Ну, то есть, и тогда там немножко другая программа, то есть тоже развлекательная. During the year, anytime но немножко другая, но тоже как бы они там и достопримечательности смотрят и учатся. So if you are interested in any of those things, I have a few leaflets on the summer program. Поэтому, если вам интересно, у меня осталось про летнюю программу. I mean, I only have a few, I'm afraid, but I can give a card to everybody, which has got my email address. И вот там на этой карточке мой адрес электронный. And the school's website. Школьный сайт. Now it's not all in perfect Russian. Это все не на каком-то совершенном русском. I think the home page is in good Russian. Я думаю, там основная страничка на хорошем русском. If you press Russian at the top. And the rest of it is Google Translate. А все остальное это переводчик Google. Which as you probably know is terrible. Если хотите почитать, лучше на нашем сайте мы хорошо перевели и разместили какую-то информацию, там немного. But it gives you a rough idea what's going on. Ну, по крайней мере, сможете получить представление о том, что там происходит. So that's the end of the advertisement. Can I give you a card? Would you like to pass the cards around? Please, at least take those. Yeah. Did I forget anything? No. Let's say thank you. So, do we have do they have a feedback form? Yes. They have on the. No, here. Are you going to give them out? Yeah. Finally, I would please, can I ask something of you? Вот я хочу попросить вас кое-что. And that is that if we give you a little sheet. Можете нам оставить ваши отзывы? Could you give me feedback? Right? It says it can be good or bad. I don't mind. Это может быть и плохо, и хорошо. Я не возражаю. Марк, он, кстати, знаете, очень ответственный. Я ему всегда их читаю. Он еще записывает все свои выступления. И потом их прослушивает, чтобы посмотреть, что можно улучшить. If you did like it and understand something and learn something, please say so. Если вы там что-то узнали для себя новое. If you didn't like it, then say so. Это 1 час на You can ask a question. I might not answer, but. From Oxford, your specialization was mathematics. Teacher of mathematics? No, I didn't. Not as a teacher of mathematics. I mean, when I left university, I got a bachelor's degree, and I got a master's degree. These are copies. Well, actually, in England, mathematics is an art. В Англии математика считается искусством, поэтому даже в Оксфорде он магистр искусства в математике. То есть не все, даже вот математика, ты получаешь Master of Arts. Economics тоже. And economics is also art.
I don't know what Oxford considers. Я не знаю, что Оксфорд как считает экономику. But I know mathematics is an art. Я знаю, математика – это искусство. And then later I got my qualified teacher И status. потом я уже получил диплом учителя. This is my qualified teacher status Mark from the Mак. government. Copy of. Not the real thing, of course. Right. Да. Trying to look at my... When or where? Well, I was awarded it, in fact. I didn't actually do teacher training early on. I did some courses later, and they gave me my qualified teacher status later. Я сейчас, давайте еще... Sorry, I mean, maybe a specific answer for her. Some people do teacher training when they do their first degree, but other people do teacher training afterwards, or sometimes long afterwards, like me. Вот. Я сейчас хочу поблагодарить Людмилу, да, и прекрасное это место «Аватар» за вот эту предоставленную возможность. Давайте ей поаплодируем. Людмила, кто это? Это тоже красивая женщина? Да, я в свою очередь хочу поблагодарить вас, Марк. And she wants to thank you, Mark. Да, и меня. И действительно всех, кто, несмотря на то, что сейчас праздники, все-таки решили прийти и послушать встречу, которая, я считаю, действительно важной, потому что необходимо обмениваться знаниями. Thank you to, you know, like all people who, instead of, despite of holidays, really came and to listen, because we really need to exchange experience, because children is the most important thing. Спасибо. I agree. Thank you very much. Did you say that was the seminar? Да. You can say that. Да. И вот в эту